О, Фёныч, готов, нет? В эфире, друзья, с Фёнычем. Суббота, не среда, по День Земли и все дела. Разные темы, друзья. Май на пороге. И вот я сейчас смотрю, у меня уже 990 подписчиков. Мы выросли, друзья, почти до 1000. Давайте 1000 наберем сегодня. Сегодня, до майских, чтобы в май вступить совершенно в другом уровне. Абсолютно. День Земли, фотография, фотограф Фавионыч. И все про это. Поговорим о разном, друзья. Как меня слышно, напишите, что, о чем будем говорить. Я сейчас заставочку сделаю какую-нибудь интересную, чтобы было... Точнее, она уже сделана, осталось только ее того. Осталось ее того поменять. Ну, ничего страшного, друзья. Я думаю, что все получится. Все задуманные нами. Все нами задуманные. Так, ну, для начала, конечно, проверка микрофона, чтобы вы написали мне что-то. Потому что я сейчас, конечно, запущу это дело на втором устройстве, но он у меня все не показывает ничего. Идет в эфир, нет? Так, на всякий случай мы сейчас посмотрим это дело. Может быть, не самое удачное время, но в записи посмотрите, ничего страшного. Я думаю, что Фавионыча закрываю. Фавионыча закрываю. Фавионыч сегодня с другой стороны сидит. Ну, что делать, Фавионыч? Такая у тебя сегодня тема. Сейчас проверим. Я не знаю, микрофон нормальный, нет звука? Так. Так. Вроде нормально слышно, да? Вроде ничего. Проверка. Проверка. Проверка, друзья. Я сейчас напишу. Проверка. Проверка. Так. У меня тут, видите, появилось... тут всякие штуки можно отправлять. Сердечки можно отправлять. Вот не знаю, вижу я, не вижу. Отправляются они, нет, напишите. Так, с чего начнем? Тематика вы же поняли. День Земли, но он растянулся. Сейчас Flickr, вся неделя практически Flickr Expo, День Земли, так или иначе. Поговорим о том, о чем, в принципе, я говорил про Flickr. Дмитрий попал в Explorer наконец-таки. Как это произошло? Надеюсь, что он тоже зайдет, посмотрит это дело. Так, а я сейчас пока поделюсь нашей группой Telegram. Там прибывает людей. Правда, все свои, немного, но я думаю, что рано или поздно все пойдут туда. Посмотреть, пообщаться. Тем более у нас скуки никакой нет, у нас технического задротства никакого нет. У нас все для людей. И не только для фотографов, для путешественников, для просто людей, которые любят отдыхать, любят работать в поте лица своего, да? Фуленыч что-то заснул сегодня, да? Ну, мы сегодня по технике тоже поговорим, так что не переживайте, кто фотограф, будет о чем поговорить. Я вам расскажу о моих впечатлениях по поводу Сиру и Карбонова. Благодаря одной подписчице, очень хорошей, я стал владельцем вот такого вот замечательного 1,5-килограммового с головкой Сируи. Но это отдельная тема. А пока, друзья, давайте по тематике. Основная мысль, которую я сегодня хотел донести до вас, это то, чем, ну, фотограф и фотография, чем отличается, во-первых, да, как они связаны и связаны ли вообще. Но, во-вторых, все-таки в нашей среде, в нашей сфере фотографом кто может быть? Давайте я буду задавать вопросы. Сегодня вы будете отвечать. Так будет веселее, наверное, да. Ну, а я потом, в принципе, кратко, одновременно пройдемся по каким-то пунктам, да. Ожидания и предчувствия, например, в фотографии и в фотографа в нашей жизни. Что это такое? Не только фотография, да. Предчувствие момента, когда включать камеру, когда ждать момент до начинания или как бы когда уже увидели кадр. Ну, соответственно, когда все уже у вас сняли, уходят и ждите кадр. Тоже такая термин, вы знаете, такой я говорил. Почувствуйте подготовку процесса и снимайте его, сам процесс. Если ничего не случилось, смените место. Ну, это такие тезисы. На самом деле, сегодня абсолютно свободный стиль у нас общения с вами. Кто зайдет на трансляцию, я думаю, что рано или поздно мы кого-нибудь увидим. Время еще есть у нас. Так что вот, я сегодня готов слушать ваши комментарии, смотреть и расскажу вам о моем походе на острова питерские.
Вы знаете, что я в прошлом году снимал цикл про Сакуру, и мы с дроном там полетали. В этот раз я туда пришел в пятницу, как раз перед майскими. Майские официально, в принципе, начались вчера вечером, ну, вчера днем. То есть где-то в 11 я пришел, он говорил с охранником, говорит, ну, говорит, через час где-то мы откроем эти крутилки-вертелки, Дива остров. Там много всяких американских горок и всего прочего. И единственное, что меня смутило, то, типа с такими штативами у нас нельзя тут. Типа, я, ребята, ничего, что, я ему говорю, ничего, что я в том году ходил там с таким, который 3 килограмма весит там, и со мной еще 3 фотографа были, которые брали там по несколько всяких штук, плюс там Вести приехали со своими видеоштативами, которые по 15 килограмм весят, и куча народа еще с фотоаппаратами. Ну, в общем, мы друг друга поняли. Тем не менее, мне все получилось сделать. Хорошо, что я рано туда пришел, потому что я чувствовал, что на самом деле на недельку у нас начался раньше сезон, сакура, я имею в виду цветение. Так оно и получилось, так оно и появилось, потому что я посмотрел и действительно сделал уже кадры, нашел там девушку интересную, мы с ней списались в Телеграме, и, собственно говоря, я вчера сделал такой небольшой FTP-проект, пару фотографий сделал. Одну я обработал, сделал в японском стиле. Интересный ракурс нашел. Там есть беседка, такой как бы японский сад, можно сказать, и беседка. И мне интересно было сквозь эту беседку. Ну, в этой беседке я записал несколько роликов еще коротких для, ну, по поводу веса оборудования. Мы сегодня, кстати, тоже эту тему затронем. И вы знаете, что если там брать штатив средний 2,5 килограмма, ну, я отвлекусь там по теме фотографии, пока народ не пришел, поговорим, а так заходите, приветствовать. И рюкзак в среднем 2,5 килограмма, такой приличный, там 40-50 грамм, 50 литров, говорю, это 2,5, уже пятерка получается. То есть штатив и рюкзак уже пятерка. Что такое 5 килограмм, я думаю, что не только девушки, женщины, но и мужчины знают, что такое 5 килограмм, а это еще без камеры. Плюс камера килограмм, если объективы там еще, ну, 2 получается, да. То есть мы уже получаем 7 килограмм без чего. Сейчас покажу без чего. Я об этом записал целый ролик, но поскольку сейчас у меня множество подписчиков приходит и смотрит мои шорты, я понял, что это работает, мне это нравится тоже. Времени, конечно, занимает более интенсивное, приходится мозгами шевелить. Ну вот камера, да, камера, фильтр, блендер, ну, килограмм. Плюс L bracket, да, то есть уже больше килограмма получается, примерно. Видоискатель у меня, да, я показывал его, да, без него ничего не сделать. Я уже так как к нему привык, друзья, что на ярком солнце, плюс точное кадрирование там до практически до элемента до каждого, плюс ракурсы, меня тут спрашивали по поводу левый и правый. На самом деле он поворачивается, можно и так снимать, можно и на правый, и на левый глаз, без разницы. Я снимаю и с этой части, вот так вот снимал, и с такой части тоже. Плюс, вы знаете, что я снимаю там еще и обзорчики, да, поэтому приходится брать, у меня несколько вот таких маленьких триподиков, триподики, да. Ну, кстати, очень хорошая штука, она мне практически полностью заменила DJI стабилизатор электронный, которых у меня 2 осталось. Может, кому-то надо, обращайтесь, друзья, предложите, поговорим. Очень удобная штуковина, можно и как для блогера работать. Плюс я это отвинчиваю, ставлю сюда переходник, и он у меня защелкивается на обычный штатив. Поэтому вот, тоже 500 грамм, ну не 500, конечно, я говорил, что 100 грамм эта штука и где-то 100 грамм это. Плюс вы знаете, что я монтирую на планшете, и вообще, в принципе, люди, кто снимает и на iPhone, и на iPad, и любые телефоны, вот такая мощная штуковина, действительно 30 тысяч ампер, тяжелая, по-моему, ну, под килограмм она весит. В итоге, к чему мы приходим? Почему я эту тему затеял? Начали мы сегодня с фотоаксессуаров. Потому что в результате получается 8-10 килограмм. И Павел Март вот знает, у него есть рюкзаки уже, штативы тяжелые, большие. Все есть. В результате мы получаем 10 килограмм. Что дальше? Ну, 10 килограмм, вы скажете. Но одно дело, когда вы там вышли, приехали на машинке, бросили, сняли, и там пошли, там пару километров прошлись, 10 килограмм потащили, поставили, повесили, и дальше обратно вернулись. А другое дело, как вчера, например. Я вышел, доехал до метро, и оттуда 2 острова насквозь, то есть у меня там к вечеру, я посмотрел, у меня 17 тысяч шагов, то есть там в районе 10-15 километров. То есть это уже напряжно. И поскольку я путешествую уже не первый год, посмотрите мои шорты, посмотрите длинное видео из Турции, из Греции, Италии, там все это есть. Где я лазил, там куда забирался. И реальную проблему я уже знаю.
что на самом деле 10 килограмм даже для подготовленного человека, ну, это слишком много для оборудования. Потому что кроме этого есть одежда, есть водичка, которую, ну, кто-то берет такими объемами, я обычно беру все равно литр. Литр – это нормально. Так вот, к чему я пришел за эти долгие годы, сколько я занимаюсь. Я пришел, во-первых, к конструкции рюкзака. Вы знаете, что F-стоп я показывал вам 1000 раз. У меня было 2 F-стопа. И были Вангарды, были Леви Про рюкзаки. Было много всего всякого разного. Я даже вся линейка Домки, и рюкзаки, и все сумки, которые у них выпускались, осталась только одна у меня. Самая первая, которая, в принципе, не выпускается уже давно. Журналист серии. Так вот, я пришел к тому, Павленыч, подвинься. Ничего, что здесь посидишь пока. Я пришел к чему? Во-первых, я пришел к слингам. И вы знаете, что вот крайняя поездка моя в Турцию, кстати, благодарен всем, кто поучаствовал, помог в этой поездке. И призываю вас, друзья, кто хочет поддержать канал, это реально поддерживает. Я знаю, что мне оплатили Flickr Pro, кто-то поддерживал. Есть ссылка на Donation внизу под роликом. И есть в описании канала, и на шапке канала тоже все это есть. Вот. Там, кстати, и крипта тоже. Слинги. У меня есть множество слингов было, в том числе и вангарды. Но все закончилось на F-стопе вот этом, в Бруклине. Почему? Леви Про я пользуюсь, но в Леви Про сам вот эта вкладка сама жесткости, которая позволяет вам спасти вашу технику. У меня был случай, друзья, я расскажу. Я садился где-то полгода назад, или там больше, в автобус, заходил, там было много народу, и сзади какой-то полудурок. Ну, я, в принципе, хотел его выкинуть просто из автобуса, вы знаете, мой вес и мои способности. Но что-то мне тогда хорошее настроение было, я не стал этого делать. Он просто вот меня с разгона туда вдавил. Как бы. У меня рюкзак сзади находился, он просто вот с камерой. Если бы у меня был обычный рюкзак без вот этой вставки, то, скорее всего, камера бы сломалась. Или как минимум бленда. Но мне это спасло. Поэтому вот в отличие от вангарда, других слингов, здесь вот эта вкладка, она целиковая. Ее можно модифицировать, здесь перегородки есть. Но самое главное, что она большая во всю длину. Две камеры, зеркалки сюда со свистом влазят. Почему я пришел к слингам? Потому что слинги позволяют вам, в отличие от рюкзака, когда вы снимаете, я уже миллион видео снимал по этому поводу, я вам покажу просто еще раз. Вот слинг, вот вы идете, причем регулируете, здесь у вас есть ближе, дальше. Ну, для моего объема разной одежды я там могу подтянуть, я там сильно, могу не сильно. Здесь вот петлю такую сделал, можно на крючок что-то вешать. Там. Здесь есть карманчик, обычно у меня здесь для протирки. Или какие-то, когда была пандемия, вот эти все маски здесь я держал, ну, какой-то телефон можно засунуть. А дальше, когда вы что-то увидели внезапно, да, стрит особенно занимаетесь, не только стритом, да, вот так резко раз повернули, и все. И перед вами, грубо говоря, вся камера. То есть у меня были случаи, я записывал, кто смотрит мой канал постоянно, знает, что очень внезапные кадры, это только благодаря вот этому. Потому что каждый раз, когда вы висите, держите камеру на шее, все видят, что камера. И реакция совершенно другая сразу же. Вас видят, что вы уже готовы, что вы фотограф. А так вы идете, ну, эта сумка на самом деле не вызывает ни у кого ассоциации с фотографией. Потому что большинство людей даже в мире не знают, что такое f-stop. Профессиональная компания для фотографов. Почему она так и сделана? Да? Она сделана под обычную сумку. Они ее позиционируют, как в том числе там, для велосипедистов. Хотя я с трудом понимаю. Но все продумано очень грамотно. Есть фиксатор, чтобы там воры не, ну, и как бы застегивали. Плюс я, вы знаете, креплю это, здесь штатив этот легко крепится. Мы к нему сейчас перейдем. Так вот, преимущество слингов как раз в скорости времени. Поэтому если вы снимаете стрит-фотографии, если вы просто путешественник, если вы не хотите много времени, плюс вы в транспорте едете, в метро, например, да, там, часто слышите объявления, там, снимите рюкзаки и при входе там в автобусе. Я забыл уже, когда снимаю периодически, когда далеко еду, пустой в автобус, да, ну просто снимаю. Но на самом деле, когда много народу, я просто вот сюда перед собой поворачиваю, и в принципе я уже никто не может сказать, что мне мешает. Более того, если вы устали, вы можете вот так руки сделать, и все. Ремень здесь сшит, никаких нету этих дурацких скоб, там всяких отстежек. То есть это очень прочно сделано, она насквозь прошита. С задней стороны тоже карман, он, кстати, мягкий. Туда у меня там и мешки, и iPad туда со свистом залазит. Так что вот. К чему я все это говорю, друзья? Я уже говорил еще год назад. У меня еще 2 штуки такие есть. Их уже не купить нигде. Ни на eBay, ни у самого F-стопа, вообще нигде. Их просто нет.
Поэтому у меня 2 штуки вот таких есть, и один еще Street Pro есть. Можете посмотреть на Авито, зайти. Ну, или напишите мне в телегу там, или здесь в комментариях. Увидите. Я просто не хочу каким-то чужим людям все это отдавать. Хочу, чтобы мои поклонники, люди, которые нравятся действительно, и кто заинтересовался этой темой, оценили бы вот эту штуковину. Кому интересно, могу даже в Питере на тест дать, если кто-то хочет тест-драйв провести. Да, Фомич? Ну и, соответственно, здесь еще не показал вам лямка. Здесь несколько способов существует крепежа самого штатива. Самый интересный, ну, обычный, да, способ, который я использовал, самый простой. То есть вы разворачиваете штатив вот в таком положении, продеваете вот сюда, ну и, грубо говоря, вы можете фиксировать вот этой боковой штуковиной, которая здесь. Вот один способ, да. Она регулируется, поэтому вы 2 ноги там зажали, ну и застегнули, я не буду показывать. Ну, принцип вот такой, вот так он у вас висит. Второй способ, который можно использовать. Здесь еще одна петля есть. Я почему говорю, что это продумано? Это в Левой Профи всего этого нет и в других слингах. Вот, на эту петлю можно вешать кронштейн, точно так же сюда пристегивать. Еще один способ, который тоже уникальный, нету в других слингах такого. Вот этот карман, на самом деле, он очень большой. Плюс он внутри с уплотнителем. У меня здесь, видите, тряпочка. Вчера пришлось протирать стулья там эти деревянные. И поскольку штатив действительно очень маленький, 45 сантиметров, видите, да? Вот размер самой сумки. Понимаете, да, почему я говорю? 2 ноги, например, с головой вы можете просто вот сюда засунуть. Вот так. Я вчера обратно шел, я проверил такой способ. Вот, все. Она у вас к спине. Ну, если вам больно, как бы, но на самом деле я ходил, ничего, абсолютно нормально. И в один из вариантов, когда где-то далеко уезжал с этой штуковиной, вот так, в принципе, нормально было. Есть еще способы крепежа. Ну, давайте на этих остановимся, стандартных. Самое главное, что они работают. Это что касается самой конструкции, да. Но основная мысль, которую я вам хотел показать, друзья, благодаря вот именно этой сумке, сумка весит, насколько я помню, меньше килограмма. И получаются такие дела. Я уже говорил, 2,5-5 килограмм мы посчитали, это штатив с рюкзаком, ну и с камерой там 7, 8, 9, 10, да. Здесь вот все, с камерой, с пауэрбанком, с кучей аккумуляторов, с фильтрами, с водой, с вторым штативом и с первым штативом у меня получается меньше 5 килограмм. Можете посчитать, можете не верить, но на самом деле это так. Почему я на этом останавливаюсь и почему фотограф фотографии? Потому что многие отказываются от того, чтобы заниматься фотографией, ну или брать с собой какое-то более серьезное оборудование, именно из-за того, что они не хотят брать столько веса. Они отказываются от штатива именно из-за того, что он занимает много места или весит много. Мы в эфире. Я часто слышу и тех подписчиков, которые в Телеграме у нас. Телеграм, кстати, есть там ссылки на него. Ну, фотоскоп наберите, фотоскоп. И найдете нашу ленту там, где вот Сергей сейчас пишет мне. Может, зайдет, поговорим. Так вот, Дмитрий, который тоже к нам присоединился во Фликер относительно недавно, он занимается птицами. Я сегодня вещаю не с ОБС, поэтому с этим геморроем я больше не хочу заниматься. Хотя, ну, в дальнейшем, я не знаю, может, потом опять вернемся к этому ОБС. Но если вам неприятно смотреть мое рыло, лицо, можете не смотреть, просто слушать как подкаст. Вы знаете, что у меня подкасты, в том числе я стал делать подкасты по Фликеру, поэтому, но тем не менее, к чему я говорю? Дмитрий тоже, мы с ним познакомились, позавчера даже общались. У меня даже есть один из роликов. О, привет, Сергей. Привет, привет, рад. Я как раз про Дмитрия хочу рассказать историю, что он относительно недавно присоединился к нам, да, позже, чем Сергей, который сейчас в эфире. И вот один из роликов, я даже сделал подкаст про зрителей, по подписчиков, и он сделал оформление с ковром. Ну, может, найдете, посмотрите. Вот как раз Дмитрий сделал этот коллаж, с людьми, которые во Фликере. Кстати, это одни из, по-моему, моих подписчиков кого-то или его, и с ковром.
Ну и в результате он занимается птицами, у него есть 950 Nikon, и знаете, такая очень интересная камера, она с несъемной оптикой, но у нее там огромный зум. То есть есть тысячный, а есть 950, я понимаю, что ну, вот, фокусное расстояние 950. И несмотря на то, что у него порядка 20 фотографий, у подписчиков практически не было, но в рамках моей теории, в рамках моей, то, что я накопил знания по фликеру, мы как-то все это причесали, и в аккаунт сделали вместе. И в результате я уже рассказывал вам про конкурсы фликера. Ну вот практически вот это было, по-моему, вчера, да, или позавчера, когда 26 числа, когда фликер начал уже выкладывать вот этот, вся лента была посвященная Дню Земли. Ну и вот я написал, что вот удивительно, у меня тоже одна фотография зашла в этот конкурс, вне моего графика, да. Я об этом, кстати, говорил, что если вы выкладываете на конкурс, это не значит, что у вас там сдвинется график на эту дату. Нет, друзья. Конкурсные работы в Explorer вне ваших дат. Поэтому если вы попали на конкурс в Explorer, то это не значит, что от этой даты вы дальше сдвигаетесь. Нет, ваша дата остается. Поэтому, ну, моя там работа зашла на сальде, которую я делал с дрона. Ну, не самая там крутая, но хорошая фотография. Ну и пишет мне Дмитрий тоже, что он зашел в эту ленточку в Explore с Дроздом. Дроздом. Посмотрите на его аккаунт, он есть во Фликере. Ну, самое простое, конечно, зайти в нашу группу Фотоскоп и найти там его. В принципе, ссылки есть на работы, я не буду сейчас публиковать. Ну, вот такая история. И мы как раз с ним созвонились, я там кое-что записал даже, потому что было интересно вам послушать мнение Нифа Ионыча, да, который там что-то пиндит вам, да, про Фликер. А человека, который вот, как его нашел Фликер, что он думает, какая реакция, то есть я это все собрал, ну, пока не выкладывал, буквально вот там сегодня-завтра, может, выложу подкаст, послушайте просто. Просто интервью с человеком, который вот тоже начал только заниматься Фликер, какая его реакция. Плюс он попал в этот конкурс, как раз зашел в Explore, зашел выше меня намного, причем я там, по-моему, на 370, ну, в районе четвертой сотни. А Дмитрий сразу заскочил там в 100 какую-то, да. То есть новичок, но при этом фотография, я скажу, там шедевральная, но она интересная, потому что это портрет птицы, портрет дрозда. Ну, если интересно, могу вот сейчас перекинуть вам, развернуть iPad, показать вам, поскольку мы сегодня не с АБСами, да, покажем обязательно. Вот, почему я День Земли, да, потому что, ну, Земля, мы на ней живем, в ней живем, или как хотите, скажите, э, красивая очень. И сейчас как раз вот вчера это обнаружил, вот я, кстати, покажу сейчас его работы. Дмитрий Валяев, вот такой у него фликер. Кому интересно, кто новичок, еще думает, заниматься фликером или нет, или рассматривает его как просто какое-то баловство. Нет, на самом деле это не баловство. Мы это уже не раз обсуждали, что люди там занимаются и зарабатывают хорошие деньги. Вот этот дрозд. Мы как раз спорили, сколько же наберет. Ну, по статистике я посмотрел, у меня некая метрика, это просмотры в часы, там у него порядка 400-350. Ну вот прошло пару дней, 6500 он набрал, 34 комментария, 180 человек отметили. Ну и, насколько я помню, у него было в районе 40 подписчиков, сейчас их 46. Но самое главное, нет, самое главное мотивация, друзья. Точно так же могу сказать про любой способ мотивации любым делом, которым вы занимаетесь. Если вам что-то надоело, но вы чувствуете, что вы там силен, да, но мотивация лишились, да, то есть как ее восстановить? Конечно, с помощью людей. Мы же социальные животные, поэтому в День Земли поговорим о том, что мы животные. И чтобы как-то подстегнуть вас, да, давайте вот я вам покажу работу, которую я сегодня публиковал. У меня, кстати, каждый день приходят новые подписчики, и благодаря вам, благодаря вообще Фликеру, мы распечатали несколько цифр в апреле месяце. Я вам сейчас покажу их, вот, что вам интересно будет. Ну, вот, 2000, видите, 2000. Это первая цифра. Вторая цифра, думаю, что, может быть, кому-то тоже заинтересует, это вот чисто мой канал. Ну, я не могу сказать, что это какое-то супер достижение, но мне радостно, что 500 000 человек, 500 000 раз меня посмотрели, мои какие-то на Ютубе ролики. Дальше. Я вам покажу сейчас фотографию, которую я сделал уже возвращаясь с ППО.
И я пошел другой дорогой, я всегда вам говорю, что надо ходить другой дорогой, не которой идете, а которой незнакомой. Тогда вы найдете что-то необычное. И только я отснял интересный кадр, который я сейчас буду, скорее всего, анонсировать на новый мой Explorer, который ожидается 4 числа. Заодно проверим мою теорию по поводу сдвига. Да? Я его уже подготовил, эту фотографию, ну, вам покажу, друзья. Так уж и быть заранее. Заодно можете придумать название. Вот вам такое задание. Вот эта штука. В таком ракурсе нет в интернете этой фотографии, этого места. Здесь с цветом, с разрешением все хорошо. Все хорошо и все яркое. Так вот, когда я это сделал, я уже стал возвращаться, там ребенок с дочкой были, ребенок с дочкой, ребенок с дочкой. И я смотрю, такой интересный арка из деревьев. Ну, отходить назад не хотелось, потому что вот это лицо, которое я на мгновение увидел, да, мысль у меня сразу мелькнула, я достал айфон и сделал 3 кадра. Вот смотрите, что получилось. Это снято айфоном, друзья. Видно? Птичка. В луже. Я нашел ракурс такой, чтобы сдвинулся, чтобы в луже была вот эта разделенная ветка. Ну вот на самом деле его внимательно нужно смотреть, этот кадр. Вы увидите множество всяких интересных вещей. Апофения, помните моя тема? Это такое явление, когда человеческий организм, мозг восприятия, ну или как бы восприятие человека, оно сдвигается настолько, что видит какие-то ассоциации, которые, ну, не описаны обычной классической наукой. Здесь это тоже есть. То есть есть некая сущность, некий паттерн, да, который говорит о том, что это, с одной стороны, арт, это не просто фотография. Да, и как сегодня тема, фотография, фотограф, вообще что это такое? Давайте разберемся с этими терминами. От вашего комментария напишите. Вот человек, который там просто идет с телефоном, фотограф он или нет, да? Ну, я считаю, что да. Некоторые считают, нет, надо обучиться, тогда он станет фотографом. Он уже фотограф. Он уже меняет мир, потому что он создает некую среду, уже создает ее, меняет ее. Поскольку все, что мы думаем, все мысли, которые мы впускаем в нашу жизнь, все мысли, которые мы проецируем в наше окружение, в нашу среду, они соответствующий отклик у Вселенной находят. Да? Вселенная говорит «да». Поэтому я очень осторожно отношусь к людям, которые снимают какой-то трэш, какие-то заброшки снимают там с людьми, с красивыми, какие-то снимают в таких пепельных цветах лица, как, знаете, мертвые такие. Ну, вы видели эти перешарпывания. Я про это рассказывал. А потом удивляется, что у них там что-то начинается в жизни. Ваше отношение к этому тоже очень интересно. Поэтому тема корректности вообще фотографии, что это искусство, не искусство, документальный инструмент или просто техническое средство, без разницы как называйте, это есть, да, оно есть. И без самого автора, без фотографа раньше не было возможным, теперь благодаря вот этим новым нейросетям можно сказать, что фотография может оторваться от фотографа. Вот что из этого выйдет, мы посмотрим, мы увидим, конечно, мы уже какие-то плоды видим, и я в том числе видел, да, то, что мне нарисовали, а потом заблочили этот ролик с этим существом. Поэтому немножко вас подвину. Пуленыч не устал еще, нет? Я надеюсь, что зрители тоже сегодня не устанут. Давайте поговорим о чем-то более важном для вас. Что вы считаете в День Земли, который был 22 числа, ну вся неделя это День Земли, что для вас важно, да? Техника, человек, среда обитания, настроение, мотивация, знания. Что для вас важно? Напишите. Сегодня свободный стрим, друзья, не парьтесь. Мы сегодня просто общаемся. Павелыч сегодня белый у нас. Павелыч белый. Так что вот. Мне порадовало вчерашний поход, потому что не было какой-то цели, где наделать там кучу всяких кадров, да. Была цель просто пройтись, и вы знаете, что для меня это процесс. Поэтому термин фотораб, так называемый, фоторэп, да, который говорил проект мой, он говорит о том, что фотография это некое, ну, хобби, да, назовите хобби. В разделе, когда я размещаю на Ютубе какие-то ролики с пометкой, там, есть же выбирать можно, да, люди-блоги, там, эти путешествия, ну, есть у меня такой раздел, там, есть наука, есть образование, есть как бы хобби и стиль, вот такой. Ну, хобби и стиль. Давайте, чтобы вам даже не писать, вот эти, видите, у вас если появились такие сбоку значки, сердечки,
нажмите на них. Поддержите то, что мы о чем говорим, да? Нажмите на них. Или там что-нибудь другое нажмите. Я увижу обязательно. Оценю это. Поэтому атмосфера была интересная вчера, потому что люди так, кто первый раз пришел в парк, увидел эту японский сад. Причем у нас в городе, кто не знает, у нас есть несколько мест, где можно сакуру. Это целая культура. Это праздник любования цветами. Целая культура в Японии. Ханами называется. Я про нее записывал, можете почитать и посмотреть мои ролики. Все это есть, и в интернете есть. Но самое главное, друзья, что люди, которые проходили, и они были в шоке, потому что проходили мимо, так идут, смотрят, а тут вишни, вот эти огромные, они начинают уже расцветать, и я цветки показывал вблизи, кто шорты мои смотрел. То есть они только начали цвести, то есть они раскрываются, некоторые еще в бутонах, и буквально там, я думаю, сейчас у нас резко похолодало, буквально, я думаю, что 2-3 дня, если будет тепло, они все выйдут, эти ростки, и там будет очень много народу. Понятно, что там телевидение придет, все. И все остальное, и уже невозможно будет сделать какие-то пустынные кадры, или приходится выбирать какое-то время, которое Фавионович знает. Кто хочет, кстати, съемку сделать, приедет в Питер, добро пожаловать, все регалии мои есть. Поэтому время выбирать, время, когда фотографировать, ну вы же сами время выбираете, или нас время выбирает, что нам когда получится. Сегодня без музыки у нас, видите, без ничего. Я еще, в принципе, меня просил Виктор проделать тест этого штатива и мои впечатления. Впечатлений сразу много, потому что вы знаете, что я не один уже штатив тестировал, разные, и деревянные, и алюминиевые, и тонкие, и дешевые, и пластиковые. Но, забегая вперед, могу сказать сразу, штатив хороший. И штатив хороший, поскольку я с Сирui знаком не первый год. У меня был алюминиевый из предыдущей серии, тоже такого же размера, с головкой более компактной, чем это. Здесь головка немножко крупнее. Но, во-первых, самое главное, площадка, друзья. Площадка значительно лучше, чем у легких штативов, которые раньше были тревел. Площадка очень классная. То есть моя камера, я уже показывал, ну сейчас покажу вам еще. Мне, кстати, Ираклий написал в комментарии. Привет, Сергей, кстати, не знаю, не сказал, нет. Еще раз скажу. У Сергея, кстати, пользуешься, ты напиши своим этим штативом и не знаю. Вот смотрите, я сейчас ноги раздвину, ноги раздвину не те, да, вот эти. И покажу вам, чем хороша Аркосвиз крепеж, почему его любят и почему я не люблю вот эти родные гийцевские, индуровские, бенровские, ну и по списку манфротовские, все эти защелки. Хотя вот Паулус защелки мне не нравится. Я считаю, что самое удобное и самое надежное с точки зрения жесткости, это, конечно, Аркосвиз. Работает, извиняюсь, следующим образом. Вот, здесь есть штырь, который не дает. Нажимаете кнопочку, и все, камера зашла. Дальше все. То есть, если она падает, она уже не падает. У меня падало, потому что мне пришлось вытаскивать эти потроха от эндуро, потому что они не подходят для Аркосвиз. Так вот, Ираклий мне написал интересную вещь. Вы знаете, что я стерео делал, и он говорит, так можно стерео заниматься. Так я что-то не подумал, друзья. На самом деле можно использовать как стереобазу. Я точно не мерил, но я думаю, что 6 сантиметров есть. Ну, знаете, 6,65 – это расстояние между глазными зрачками. То есть это тот базис, который мы используем для восприятия мира. По большому счету можно, в принципе, как вариант использовать для стереосъемки одной камеры. То есть вот я не помню, как это называется, этот прием, но в моем фликере вы эти работы можете найти стерео. То есть делаете один символ, потом сдвигаете второе положение. То есть вот тоже интересно, вроде комментарий, да, но оказывается вот действительно я специально там передвигал штатив, оказывается вот с помощью вот такой штуки можно нехитро делать. Дальше, какие еще преимущества? Преимущество в том, что головка панорамная, понятно, что это не специальная панорамная головка, потому что панорамник нужно от передней линзы делать. Но, тем не менее, проводку я на ней делал, видео, плавную, и можно делать видео, снимать.
Теперь, что касается самой конструкции, то, что он в обратную сторону складываются ноги, это как раз тревелеры все отличаются. То есть рабочее положение, на самом деле, вот в этом. Это очень удобно для именно уменьшения размеров габаритов при поездке. То есть получается, что если вы, например, опустите сейчас центральную штангу, я не помню, кстати, вот Сергей напиши, у тебя в штативе также складывается, то что получается? У вас штанга заходит, но видите, вот эта высота, сам шарнир фиксатора и головка, они выступают. В результате вот эта длина, она, конечно, не 46 уже становится. Она становится сантиметров на 6-8 больше, то есть 50 сантиметров. Вот такая конструкция с обратными ногами, ногами, как раз позволяет, во-первых, ну, менять углы, вы знаете, для чего это нужно. Я вам, кто смотрел мои зимние ролики с оврагов, зимние ролики с камней, да, где, ну, без этого вообще никак не сделать устойчивую камеру. Есть места, где не поставить вот так тремя. Нужно обязательно третью ногу, и в некоторых случаях даже и приходится полностью выдвигать. Кто внимательно смотрит мои ролики, все это есть. И на заливе, кстати, мы скоро пойдем туда снимать. Вилки, может, там собрали уже. Вот. Что еще обратил внимание? У меня есть на эндуро тоже разъемы для крепления, но там винтик отдельно надо откручивать. Здесь, видите, сделано грамотно. Здесь метрическая резьба, вру, 1/4, по-моему, или 3, по-моему, четверть. Ну, короче, стандартная дюймовка, 1/4. Она с резиночкой-заглушкой. То есть микрофоны, какие-то арки, например, если вы хотите внешний дисплей или какие-то аксессуары через вот эти Magic Arm, вы можете крепить его сюда и закреплять. Вы помните, что я снимал, даже камеру закреплял. Очень удобная штуковина для этих целей. Дальше, что касается самих ног. Вы знаете, что я клипсы ненавижу, вот эти отщелкивающиеся. Хотя Хитон их там боготворит. Но я считаю, что вот, Гитса придумала гениальную вещь. Одной рукой, для чего это делается? Это скорость доступа вашего устройства к работе. Вот как это делается. Раз, и все. Дальше точно так раз, и все. Складывание вот таких штативов занимает гораздо быстрее, чем то, что вы говорите. Помните, у меня ролик с Павлом мы снимали, где я вот показывал, что если это открутить заранее ты, а потом просто сделать вот так, то они раскладываются. Манфротов сделал, помните, автоматический выброс. Ну вот это я показывал, что за те же несколько секунд можно точно так же выработать, выбросить. Плюс, помните, на моем эндуро была только одна такая штуковина. Здесь две. Это зимой люди оценят и в жару. Особенно в холод, потому что на минус 20, вы помните, за эти штуки не взяться. Но, в отличие от алюминиевых, карбон, вот эта часть, она теплее. И вы помните, мы снимали с Мартом в жуткий ветер на дроне. И я говорил, что я нес вот за карбон, и вообще кайфово. То есть запомните, карбон имеет много интересных свойств. Во-первых, значит, нагрузки в поперечных вот этих штуках у него порядка в 10 раз прочнее стали, самые лучшие. Поэтому карбоновые весла, карбоновые используют в спорт всякой индустрии. Карбоновые тонармы самые жесткие, самые быстрые. Плюс вы должны понимать, что карбон это не просто лента какая-то, она склеивается в много слоев. В данном случае это современные карбоновые технологии, это семерка, здесь 7 слоев. То есть они пишут 7C, 7 слоев. То есть это очень жесткий карбон. Плюс, когда выбираете штатив, есть очень много недорогих штативов из Китая, которые пишут карбон. На самом деле смотришь, они там 2,5 килограмма весят. Почему? Потому что вот эта часть вся, она сделана из плохих материалов, из тяжелых. Здесь, если мы пойдем дальше, то увидите, что, во-первых, очень много бронзы. Бронза не гицляется, соответственно, не позволяет, что потом не открутить все это, да, если алюминий с железом. Метрическая резьба на вот этих штуках меня очень удивила, потому что обычно наконечники идут 3/8. Здесь метрическая резьба. Я буду тестировать, что мне не понравилось в этом штативе, точнее, что можно улучшить. Родные конусы железных не было, в таком виде он достался. Я буду сюда заказывать из титана. Почему? Отдельная будет тема, поскольку я акустик, я знаю все эти устройства, которые работают керамика титан. Мы будем делать тестовые шипы из титана. Самый интересный материал для антивибрационных развязок. Ну, уровень я уже показывал вам, кто шорт смотрел, все это есть. Что еще хотел показать? Еще хотел показать, ну, в принципе, кто смотрел мой ролик, в принципе, видели. Одна из вот этих ног с надписью.
У меня не было таких штативов в наличии, я имею в виду, что лично, да, но мне понравилась конструкция, то есть монопод. Один вариант, вы можете открутить головку и сделать короткий монопод. Второй вариант, он более интересный. И мне он показался самым необычным. Ну, я вам показывал его, наверное, да, уже. То есть обычно правила такую конструкцию не делают. Но сейчас современные конструкторы, они стали делать СССР, и в этом плане, кроме того, что кто смотрел мой ролик, что они назвали инструменты атовизмом, потому что у них вот такая штука выдвижная, она им является инструментом для того, чтобы зафиксировать головку. То есть не надо ключ с собой брать. Очень классное решение, суперское. И теперь второе, самое главное. Видите, у меня тут родной ремешочек мешает. Один вариант монопода, когда вы вытаскиваете полностью, ну и используйте, сейчас покажу, как это делается. Перевинчиваете, грубо говоря, вот эту трубку, и у вас получается монопод размером, ну, небольшим. 100, сколько там, ну, сейчас я разверну его, чтобы вы видели, да. Ну, в общем, если это собрать, то мне придется нагибаться, это неудобно. Но Сирой сделали круче. Значит, монопод привинчиваться может к основной штанге вот сюда. И вот это уже, друзья, совсем другая история. Причем не только для съемки в помещении, но вы знаете, кто снимает с воды, в море или в озерах, в болотах, как мы с Павлом снимаем, это best, друзья. Вот я сейчас не хочу повредить мой натяжной потолок, но я вам покажу. Ну, это выше моего роста. Это однозначно выше моего роста. Это круто, друзья. Поэтому для тех людей, кто снимает с воды, кто снимает в песке, кто не хочет брать, и у кого уверенная рука и хороший видоискатель, как у меня, это решение best вообще, друзья. То есть вы можете его даже весь брать, конечно, но можете еще меньше сделать. И кому интересно, пишите в комментах, я потом взвешу, сколько вот такой наборчик получается по весу. Ну, очень легкий, очень легкий. Поэтому, что касается вот таких конструкций, я двумя руками за. То, что Сируи... у меня был тест первое столкновение хотел. Первое общение с компанией Сируи у меня получилось благодаря моему хорошему знакомому фотографу профессиональному. Он мне дал на тесты верхние модели карбоновых моноподов, которые под видео с такими треножниками, и трипод, такой большой мощный штатив. Я с ними снимал, даже мультипликацию делал в салоне. Была у меня такая интересная мультипликация с американской акустикой Zoom. Вот, знаешь, что такое? Она у меня, эта колонка выходила из-под занавески, потом обратно возвращалась. Я это делал на этом Сируе. На айфоне, кстати. Алексей пишет, Сергей пишет. Пользуюсь удобный штатив, хочется брать, для этого был неудобный, пользование желанием. Вот, кстати. Почему я говорю, что вообще все в нашей жизни, все наши предметы, какие-то вещи, с которыми мы сталкиваемся, ну, не знаю, там, автомобили, не знаю, кружки, все что угодно. Вот мы им не пользуемся, если они неудобны. И для меня, как всегда, как пользователя, всегда был важен один аспект. Вот если вещь лежит долго, не пользуешься, отдай, продай, там все что угодно, она тебе не нужна, она тебе не идет. Есть вещи, которыми касается, и с ними очень сложно расстаться, потому что они сделаны мастером, сделаны очень грамотно и сделаны человеком, который хотел сделать что-то удобное. И вот Сергей в подтверждение моих слов говорит, что действительно, а уникальность именно его штатива, вот он может написать в комментариях, что его впечатлило. Меня очень сильно впечатлило. Классические штативы все до пиквадра. Сейчас, кстати, в этой теме, в таком же стиле, сделала штатив по таким же мотивам еще одна компания. Мысль на самом деле гениальная. Кто смотрел мои ролики про штативы, помните, у меня был выпуск, где я сравнивал перед поездкой в Турцию, какой же штатив взять. У меня там был и еще одна марка интересная, Pullman, которая выпускает не только штативы. И там был штатив такой, который ноги складываются в одной плоскости. Я его продал тоже одному хорошему блогеру, ему понравилось путешествие. Он становится плоским для перевозки. Но здесь то, что у Сергея, компания Peak Design пошла дальше. Ну вот видите, получается такой, как здесь шире, здесь ниже, да? Ну большие, хорошие штативы здесь вынос еще больше.
Помните мой деревянный штатив, который сейчас уехал в Сибирь, по-моему, да, далеко? Там вообще огроменная эта площадка у нас. Так вот, Peak Design сделал что? Они сделали сами палки вот эти, штанги, не цилиндрические, а сложной формы. Благодаря тому, что из этого материала, из карбона можно делать любые формы, они получили форму, где вот эти все три ноги превращаются в один такой полуцилиндр, а внутри они плоские. И за счет этого вот штатив, он на самом деле еще меньше в диаметре, вот в этой части, чем вот этот. Хотя этот-то ничего не весит, да? Вообще ничего. Я уже показывал. Ну, а то, что у Сергея там вообще. Единственное, что у него, по-моему, алюминиевый. Ну, ничего страшного, я думаю, что рано или поздно до карбонового дойдет. К чему я это говорю? Потому что, когда вещь очень удобная, и когда начинает, ну, даже вот это, да, то есть я помню, откручиваешь эндуро, да, там все в масле вот это, и потом руки все в масле, тряпку с собой носишь. Здесь этого ничего нет. Плюс ключи. Это отдельная целая сумочка, портмоне, в которой ключи там для затяжки, ключ для разборки. Вот, друзья, решение, понимаете, почему вот не придумать, интегрировать вот в эту железку, которая все равно там, да, внутри она, там ее никто не видит. Все, это ключ, вот снимать головку или фиксировать головку, вот он внутри уже, все. Ничего брать не надо. Закрутил, кому нужен крюк, подвесили. И вот еще обратил внимание на тех людей, которые пользуются легкими штативами. А это действительно очень легкий, 1,5 килограмма вместе с головой. На ветру, конечно, такие штативы теряют устойчивость. И здесь притца во языцах, да. Сколько я спорю. Ну, спорить я уже не буду никому доказывать, в принципе, все это прекрасно знаю. Но люди говорят, что вот Павел тоже на шипы поставил на большие, типа он там не скользит. Ну, не верьте мне, верьте одному из самых известных на пространстве Ютуба русскоязычных первых фотографов-блогеров. Да? Назовите его, назовите. У него там еще 10-12 лет назад была статья, как выточить шипы для того, чтобы быть устойчивым штативом. Да? Потому что все фотографы знают, что точка, когда вы делаете минимальную точку касания, весь вес направляется на эту точку. Вы получаете более устойчивую конструкцию. За исключением гладких поверхностей стекла. И самое худшее, что есть в акустике, какой материал? Напишите, какой камень худшее, что может быть в акустике. Я вам потом отвечу. Так вот, или поставьте сердечко, нажмите там, или удивленное вот здесь, вот тыкните что-нибудь с правой стороны. Так вот, конечно, здесь должны быть шипы, однозначно. За исключением, если бы я пошел в русский музей, мне бы, конечно, там не то, что не пустили, но если даже я попытался пройти, я бы сам не захотел втыкать сюда шипы в какой-нибудь паркет, да. Привет, Ираклий. Как раз тебя тоже вспоминал по поводу базы для стерео. Это на самом деле я пользовался аркосфиксом, но с фиксатором, с таким передвижением у меня не было опыта проверить. Я, в принципе, тоже подумал, я же раньше просто сдвигал, да, и ставил. А теперь, ну, там 6 сантиметров, конечно, маловато. Вы знаете, что я снимал с базы метр, да, когда облака снимаешь, чтобы получить объем, можно метр сделать базу, и тогда у вас получается. Есть формула, я рассказывал, у меня 3 ролика про стерео, как снимать, какие способы съемки. Посмотрите в плейлисте. Там есть, или набежите стерео, там Фабионыч, там у меня несколько роликов про то, какие способы снимать стерео. Не буду сейчас об этом говорить. Что еще мне порадовало? Смотрите, когда вы складываете вот такие штативы, даже именитые, вот в месте, особенно карбоновые, вот в этом месте обычно часто попадается металл. Даже у дорогих штативов. Здесь резинка сделана, чтобы карбон в этом месте не перетирался, не убивался. То есть мелочь, да, но вот это внимание к мелочам всегда у меня все равно нравилось. Хотя производителей в Китае штативов гигантское количество, гиотосы там всякие там, и, короче, открываешь, там их миллион. Ну вот, держа в руках, и помните мой выпуск с Pixalura, там, по-моему, несколько десятков штативов я перепробовал. И я сразу, в принципе, на момент уже я знал Сиру, я тоже посмотрел, есть Сиру, да, ну, просто сразу видно уровень. То есть компания, которая специализируется, умеет делать. По поводу головок. Понятно, что есть головки и круче, но ход головки, да, плавность хода, и плавность хода не проверяется, как она крутится, а как вот этот шар, насколько плавно он начинает двигаться. Вот, смотрите, вот. Я могу изменить плавность. Если здесь плавности нет, то это дешевая головка.
В моем, помните, бывшем Enduro было два даже регулировки, две. Одна фиксатор хода, вторая. Здесь для уменьшения веса сделан таким образом. Ну и панорамник, соответственно. Ладно, про штатив поговорили. Давайте что-нибудь повеселее. База для стереопредметки может быть 1 сантиметр. Да, да, может и меньше, конечно. Может и меньше, в миллиметрах. Если кто снимает стерео, например, этих пауков, жуков живых, я не знаю, как это. Ну, во-первых, это двумя надо объективами, микрообъективы снимать. В принципе, эта технология есть. Ну, я, во всяком случае, старался увеличить базу. То есть я снимал 8 сантиметров, 10 сантиметров. Есть простая формула, она в моих видео опубликована, все это есть. И в интернете можете найти. Поэтому я, когда снимал даже облака, у меня есть снимки, я делал метр, 1,5 метра базу. Там действительно там на расстоянии 2-3 километра объемная картинка облаков. Это очень сильно впечатляет. Кто, кстати, интересуется стереосъемкой, это, в принципе, всегда было востребовано, до сих пор это интересно. Есть люди, которые даже продают только стереофотографии. Ну, у меня просто начиналось все это со слайдами, я очень сильно впечатлился тогда, когда делал слайды стерео, и после этого я как-то немножко успокоился. Сейчас просто это просто. Сейчас программа есть для смартфонов, то есть вы делаете два кадра, она автоматически совмещает, подбирает, что вы там, не надо вручную все это подстраивать. Что получится в результате, кто хочет проверить, зайдите в мой фликер, альбом называется «Стереоанаглиф». Там как раз я делал фотографии, стереомоноглиф. Ну, очки можно за 100 рублей анаглиф купить, красный, красный-зеленый, красный-синий. И особенно интересно, мне там написали некоторые комментарии, вот там фигня, это в цвете все там помойка. Я делал в черно-белом, в сепии фантастически, потому что там цвета нет за счет очков. Вы видите черно-белую фотографию, но видите ее в объеме. Очень круто. Поэтому я сторонник этого жанра и считаю, что это дальше будет развиваться. Ну, а для тех, кто снимает двумя камерами, профессиональные стереофотографии, это две одинаковые камеры симметричные. Но там сложности с совместимостью матриц, чтобы одинаковая цветопередача была. Там масса всяких нюансов. Поэтому я предпочитал снимать одной камерой в два положения, но вы получаете сдвиг во времени. Соответственно, птичка у вас там летит, у меня есть там, пришлось эту птичку затирать, или там рисовать, что-то дорисовывать. Есть свои тонкости, да, какие-то движущиеся объекты, сложности, это уже проблема. Но если статичная картинка, то одной камерой можно снять. Point to point, я не помню, как это называется, ну, короче, в моих роликах все это есть. Погода у нас похолодала, но сакура расцвела, не полностью, но уже начала. Поэтому День Земли, можно сказать, что мы отметили. Дмитрий, если посмотрит, поздравляю Дмитрия с первым эксплором, надеюсь, что он зайдет в этот ритм, в этот кайрос 16-дневный, ну, через 16, там, уже через 14 дней проверим, получится ли у Дмитрия повторить как бы его успех с этой птицей, чтобы получить второй следующий эксплор. Поэтому вот можно у Сергея спросить, какие рекомендации. Я свои рекомендации все уже рассказал. В моих роликах все это есть, поэтому кому интересно вот дальше получать обратную связь от людей вашего творчества, Flickr очень хорошая площадка для этих целей годится. Сейчас новые конкурсы, Polaroid, по-моему, часть уже фотографий опубликована, он завершается, но, по-моему, еще будет продолжаться. И я думаю, что к маю, сейчас в мае месяце будет новых еще несколько конкурсов. Посмотрим, что это будет. День Земли очень порадовал, потому что, во-первых, огромное количество фотографий с дронов, великолепного уровня, арт с дрона. И в этой связи, конечно, появление на этой неделе анонс нового DJI Mavic 3 Pro, верхней самой модели. Наконец-таки они сделали с 3 камерами. И причем больше всего меня впечатлила камера, которую они сделали 160 миллиметров эквивалент. То есть это телеобъектив. Почему? Кто летал на дроне, ну, знает, что широкоуголка 24 миллиметра там, или 20, 24, 28, как у меня. Ну, это, конечно, да, летишь на высоте 3 метра, на сале там 5, и картинка все равно большая, не чувствуется высоты. А если у вас телеобъектив, вы хотите снять что-то действительно без искажения геометрии, ну, там 70-миллиметровый объектив и 160. 160 это очень круто, потому что это можно сказать, что вы летите, и если у вас и ограничена дальность аккумулятора, то есть вы понимаете, что устройство жрет аккумулятор, вы не можете подлететь, или хотите что-то заснять близко движущееся, например, животное какое-то или еще что-то. 160 миллиметров – это респект. Это действительно теледрон, то есть вот эта модель, я считаю, что она будет бестселлером абсолютно.
Вне зависимости от того, какой вы пульт берете, там RC-шный пульт, который уже с дисплеем, ну, конечно, удобный, или обычный пульт, но вот наконец-таки они сделали такой дрон, где не просто два объектива, как в предыдущей модели было, да, а где они сделали 3 объектива. И, кстати, матрица 4:3. Олимпус, привет. Это шаг, конечно, в разрешении. И уже есть фотографии, и уже, в принципе, во Flickr, кто понимает, как это искать, для чего можно использовать Flickr, поиска инструментов, да. То есть вы можете найти уже фотографии с этих дронов и посмотреть, как они действительно работают. На тесте уже у амбассадоров они были. Так, без очков можно смотреть стерео с телефона, если станет... Да, есть такие книжки, помните, у меня тоже в 80-х были, если натренировать зрение, там, перекрестное, параллельно или перекрестно глаза, то можно смотреть. Есть и дисплей, если даже телевидение было, помните, без всяких очков можно смотреть. То есть это способ, ну, просто тренировки зрения, такой вариант. Но, к сожалению, большинство людей очень долго настраиваются, поэтому это не так популярно было, да. Ну, на самом деле это хороший способ. Интересно. Так что вот. Согласен, Фуменыч. Расчехляться уже пора, хватит уже худи. Ну, у нас действительно сегодня как-то ветерок такой, солнце светит, но Дубачилова конкретно. В пальто ходить. Ой, как там этот говорил, помните? Дядя Вова, ваше пальто в моей шапке идет. И у нас сегодня, да, там часть людей бегают, кто занимается спортом в футболках, в шортах, да, я встречал. И часть в польтах идут. Помните, как этот Шариков говорил? Мы из них польта будем делать. Так что вот, друзья, решил стрим провести. Честно говоря, меня цифра порадовала. Потому что есть такой софт, который позволяет посмотреть прогнозы, да, видеоактив, например, ну, в том числе прогнозирование канала. Я помню, смотрел в ноябре, думаю, о, там 25-й год у меня 1000 людей наберется. Но после того, как мы начали усиленно заниматься, я начал усиленно заниматься шортсами, причесал их и сделал какой-то концепт, ну, вот нас, видите, уже 990 сегодня. Так что я планирую, что это будет середина мая. Ну, давайте сделаем майским. 10 человек наберем, кто посмотрит. Самое удивительное другое, друзья. Есть статистика, которая показывает сейчас уже, в этом году, которая показывает реальных людей, которых меня постоянно смотрят. То есть это не просто человек, который там один раз посмотрел, или два, а, например, 3, 5, 10 раз или постоянно смотрит, но не подписан. Для меня это очень важно, потому что для YouTube важно не подписчики, а интерес к теме или интерес к человеку. Тебе, дураку, дурымару, Павёнычу. Так вот, у меня это было там 900, там 800, когда было подписчиков 500. Сейчас смотрю, у меня так бах, было 1300, 1500. Ну, вчера открываю 2500. То есть я понимаю, что армия растет, Павёнычу. Армия. Нет, это наше сообщество. Поэтому какие-то нотки, может быть, я затронул. Женская аудитория тоже растет. Не только благодаря каким-то совместным интервью, то, что я делал, или там просто общением. Ну и тематика там. По кухне мы тоже продолжим, просто сейчас, видите, как-то настроение особо... готовлю я постоянно, но вот настроение как-то что-то снять специально не всегда бывает такое. Надо что-то придумать. Иногда рождается внезапно, да, как вот вчера мы ходили с супругой, гуляли тут. У нас там такие качели в парке построили. И я смотрю, такой ракурс интересный. Человек ноги, когда качается, у него вместо ног такие, знаете, как руки. И я думал, надо что-то из этого арт какой-то сделать. Стал сбоку, там с телефоном снимал. И вот я не знаю, Иракли смотрел уже, по-моему. Посмотрите, мне тоже интересно было, что это такое. Осталось только нужно, проблема была музыку какую-то придумать интересную, чтобы это была музыка понятна и всем, да, и на русском языке желательно. Ну вот я нашел там какой-то ролик, какой-то странный текст там, жуткий, но в такт он попадает нормально, поэтому я так подстроился. Получился такой тени качели, да, или тени качели. То есть можно по-разному читать, он называется, этот ролик, мой шорт. Короткий, там, по-моему, 6 секунд или 9, не помню. Так что вот напишите в комментах, кстати, кому понравился, можете нажать на это сердечко. Вот это. Тени качели или тени качели. На самом деле тени качели, но так и так. Вдруг зайдет через какое-то время. И вдруг будет прорывное видео тени качели или тени качели.
Покачались в доме вчера. Для роста женской аудитории надо... Чего надо там? Не вижу, что. Пиджак. У меня тут звездочка закрыта, я думаю, читаю, надо блестками. Я такой, блин, что ж там дальше просто блестками. Думаю, сейчас буду удалять. Удалять буду комментарий, банить буду сразу же. А здесь на дисплее показано, надо Жак с блестками. Да, Ираклий повеселил меня сегодня. Ну вот реально звездочка, это сердечко закрывает на планшете, читаешь, для русской женской аудитории необходимо блестками. Ой, толерантный Фарионович, да? Вот такой сегодня поход был. Павел, кстати, тоже сейчас выбирается, будет снимать тут. Вообще, конечно, удивительно, вот, например, пройдя буквально 500 метров, вот просто одна и та же местность, да, один остров, второй остров. На одном острове, где мы летали на дроне ЦПКО, просто вот ели вот такие маленькие зелененькие листья, которые я снимал, а заходишь на следующий остров, Крестовский, там просто все бушует, и там тепло, потому что там более высокие растения, другой климат. Следующий Васильевский, ну там понятно, что камень, там Дубачилово. Поэтому вот эта роза ветров, которая у нас в этой части островов, да, почему там будут эти ветряки? Потому что там ветер всегда сильный. И в некоторых он постоянный, в некоторых он меняется стремительно. Поэтому я думаю, что в той местности, где вы находитесь, тоже такие места есть, где вот вроде тепло, а есть местность, где постоянно холодно. И фотографы это знают, эти места. И бывает, что какие-то, такой мультик хороший, женщинам нравятся такие вещи. Да, не только. Так, нас сегодня немного, но я думаю, что в записи посмотрим. Поставьте лайк, друзья, не пожалеете. Не пожалейте, поставьте, ткните лайк. Для чего? Потому что привлечь аудиторию, потому что многие не знают канала Фовиныч. Я вот знакомлюсь, и сколько я уже лет этим занимаюсь, и какие-то темы, которые, ну вот они ищут информацию, ну нет нигде, да. Ну, про тот же самый Фликер вот поговорили с Дмитрием, да. Ну, нет информации, как, чего. Я уже рассказывал 1000 раз, что есть люди, которые действительно талантливые, но они используют какие-то соцсети, которые вот, ну, не дают им результат. То есть они не могут найти клиентов, не могут найти себя, свой стиль, не могут понять вообще, надо им этим заниматься или нет, не видят реакцию. И я не просто так это говорю, я на конкретных примерах людей, я постоянно каждый день с этим сталкиваюсь. Талантливые ребята, элементарных вещей просто у них нет, неоткуда получить. То есть массив знаний, которые в интернете есть, но толку от него zero. Почему? Потому что сами эти люди, которые пишут, они не понимают, зачем. Ну, такое, это во всех отраслях это есть такая тема. Что-то изучаешь, да, там, зубы, там, не знаю, что угодно. Вроде все на поверхности, да, найти мастера, специалиста практически невозможно. Можешь весь интернет рыть там, да, ну, вот попадется в Ютубе талантливый какой-то человек, и все ответы ты получишь. Да. Поэтому я не просто так предлагаю лайки ставить, потому что только так алгоритм понимает, что это действительно польза от этого есть, от моей болтовни. И для кого-то, может быть, этот ролик поднимется, и кто-то увидит ответ на вопрос. Но если раньше это можно было только таким образом, что вот надо зайти и полностью посмотреть, то теперь, друзья, по-другому. Автоматически генерируется каждое слово, которое я говорю. Оно индексируется. Поэтому, если раньше я там вводил эти тайм-коды, то сейчас без тайм-кодов в автоматическом режиме любой ролик в поиске находится. Если я, например, говорю, как купить хороший, дорогой, качественный штатив. Вот я сказал сейчас, все, оно впечаталось. Если человек набирает качественный штатив Сируй там, или качественный штатив, ему этот ролик будет показываться, если он дойдет до определенного рейтинга. Если, конечно, на нем лайков не будет, то ничего не будет. Поэтому многие тематические ролики по фликеру именно таким образом. И как раз с Дмитрием общались, он говорил, что я спрашиваю, откуда взял информацию. Ну вот, посмотрел, увидел. Старый ролик. То же самое какие-то вопросы, например, по шипам у меня возникли. Я там все перерыл, потом в Ютубе вбил и нашел самого известного автора по фотографии. У него там куча книг написано. Забыл, как зовут его.
И у него даже с чертежами все это здесь есть, да. Ну, концепция немножко не такая, как у акустика, но тем не менее есть, это все сделано. Вот 12 лет назад эта информация. Вы же знаете, что частенько вы какие-то вопросы задаете или какая-то тематика, которая вновь в тренды выходит или интересна, смотришь там 14 лет назад создан ролик или там 12 лет назад. Оно сейчас актуально, поэтому не ленитесь, друзья. Если тема действительно вам что-то вы нашли, какой-то ответ на вопрос, поставьте лайк. Даже ничего можете не писать, но если вы лайк поставите, уже будет автору, э, скажем так, он получит возможность еще кому-то найти ответ на этот же вопрос. Ну или какая-то польза от этого будет. Всех еще раз приветствую. Вновь присоединившихся, кто смотрел в записи, мы сегодня уже час разгребаемся, да, по тематике. Но основная тема, конечно, фотография, День Земли, место, где мы живем, куда мы пойдем, помните, я ролик записывал. Место, куда мы пойдем, у меня там нарезка была. Что мы будем снимать сегодня? Штаны не будем снимать сегодня. Себя только снять штаны надо, там уже жарко себе сидеть здесь. Расскажите, друзья, какие планы у вас на этот сезон? Видите, вновь поездки по России теперь стали доступны. У нас очень много новых маршрутов. У нас много троп экологических построили. Есть маршруты, которые, в принципе, всегда были. Ну, по городу то же самое или за городом. Но есть совершенно новый тип маршрутов. Это связано не только с кулинарными маршрутами, не только с историческими маршрутами, не только с альтернативной историей, не только с еще чем-то, но есть маршруты вообще какие-то, ну, из книг, да, то есть по мотивам каких-то произведений. Я вот тоже частенько сталкиваюсь, смотрю, люди идут, там, табличка или там спрашивают, что за экскурсия. Ну, вот там про такого-то человека там, да. То есть какие-то события, когда происходят в каком-то местности, это появляется сразу экскурсия там по маршрутам того-то, того-то, да. И я частенько вижу талантливых авторов. Вот недавно в Беларуси нашел автор, только-только, вот он еще, по-моему, не смотрел даже мои работы глубоко. Но я смотрю, он снимает там про космос. И оказывается, на территории Беларуси много всяких интересных мест, связанных с космосом. Я вот там был в Беларуси, но я что-то как бы не обращал внимания. В Гродно только видел, самолет там стоит, красивый. Тогда еще в 80-х, когда ездил, удивлялся, насколько там всегда чисто было, это западная Беларусь. Как будто, ну, потом я уже понимаю, что как на Западе. Чистота идеальная, все чисто, никакого мусора. Очень красивый город, великолепный просто. Гродно, я имею в виду. Также и здесь вот есть и в вашем месте наверняка какие-то маршруты. Вот Сергей, кстати, тогда писали, помните, обсуждался вопрос в Подмосковью, Подмосковью построили там деревню для съемки какого-то фильма, я не знаю, Холоп там или что там, напиши в комментариях. И я смотрю сейчас какой-то новый сериал, я так понимаю, что и там же снимают. Про каких-то там ведьм там или кого-то там бегали там с топорами, что там. И там деревянное это зодчество, ну так не зодчество, как новгородское настоящее, а именно такие муляжи сделаны для фильма. Это, в принципе, локация интересная для TFP по фотографии, или там просто вы снимаете модели, или какие-то свои арт-идеи можете воплотить. То есть то же самое я всегда говорю, что мы живем на Земле, и всегда можно найти место для воплощения ваших идей. Эти идеи, соответственно, туда уйдут, в поле Вернадского, и оттуда что-то вам вернется, и вы найдете какой-то... Ну, мир изменится в лучшую сторону. Ну, День Земли сегодня такой у нас на Крестовском. Геотермальный яч. Яч. На Крестовском геотермальный яч. Ох, да, я знаю, там было, помню, деревья попадали даже у нас, по-моему, этой зимой или прошлой, я не помню. Помните, смотрел там ролики, там Соловьева, кстати, прибежал туда сразу снимать ролики, на блогер известный, альтернативщик. Он показывал, что там деревья попадали, потому что там действительно проснулись. Ну, не вулканы, но там что-то есть. И попадали деревья. Ну, воды, да, я уже об этом говорил, что вода заберет все. Вода – это самое главное в нашем деле, не только фотографии. Поэтому обувь, друзья, обувь. Ну, про обувь я уже рассказывал. У меня сейчас активный будет тест новых эко белых с самой мягкой подошвой. Ну, не самая мягкая я сейчас скажу. Комбинированная подошва, которая сейчас у них, ну, кстати, гольф серия вышла. Суперские штуки. Ну, недорогие, конечно, 25-28 тысяч. Но новый гольф супер мягкие для травы обувь.
Ну, у меня сейчас будет испытание серо-белых. Я даже для них специально шнурки купил. Резиновые такие, растягивающиеся, чтобы потестировать как в жестком варианте. Но сапоги, конечно. Ну, сапоги, я, честно говоря, я все-таки пришел к тому, что лучше у меня пускай намокнут ноги вот в этой суперсовременной мугле, и сразу через 10 минут все это испарится, да, чем я буду ходить в этих тяжелых сапогах. К счастью, вот такая технология уже есть, и даже зимой, вы помните, я снимал там с бобрами это в Adidas. Просто супер. Через 10 минут у меня все испарилось, и ноги не замерзли. Поэтому я не сторонник этой резиновой. Но, с другой стороны, конечно, если вы лезете и стоите где-то постоянно. Вчера, кстати, приходил обратно, там кого-то вылавливали в этом, в этом у ЦПКО, там два водолаза, куча катеров, там что-то там вытаскивали они. Но явно не геотермальные какие-то штуки, процессы. Вчера, кстати, встретил музыканта, который, помните, снимал арт, такой размытый арт саксофониста под землей, под землей, в переходе. У меня же было много циклов, да, и шорты я снимал по переходу, и в Турции, и в Греции снимал множество арт такого стрит переходов. И вот последний крайний, кстати, мой эксплор был с музыкантом тоже. Ну, там такая деревянная труба, знаете, не фагот, а такая из дерева. Такая. Кстати, на, этой же, на таком же инструменте играл в РГО, в Русском географическом обществе, приглашенный гость из государства, находится в середине Америки, Латинской Америки. Я не могу вспомнить сейчас. Подскажите, напишите в комментариях, я вспомню сразу же. На этом государстве территории есть майянские вот эти постройки. И вот его пригласили, он играл. У меня, по-моему, даже в один шорт там он зашел. Есть, я снял его, там кусочек небольшой. Он играл очень здорово, конечно. В такой красивой шляпе, такой как Майя одетый. Ну, Сергей, он тоже про Майя снимал, тут ролики мне присылал. Интересно. Много всяких событий. Ну, в городе, конечно, сейчас фестиваль будет весенний, джаз, как обычно, там куча всяких других фестивалей, множество всяких. Ну, речные экскурсии, вот то, что я ходил, было очень жарко, тепло. Сейчас на Неве, конечно, я бы не рискнул. Вот это надо очень хорошо одеваться и сидеть на нижней яхте, на нижней палубе в тепле где-нибудь. Потому что такой ветерочек там не очень тепло сидеть. Но все равно с воды, конечно, вид совершенно другой. Поэтому лодка, там каяк или сапы. Сапы, кстати, открылся. Я вчера проходил мимо салона. Там просто все забито этими сапами. И мы даже вот недавно ходили, еще была нулевая температура, плюс 2 воды. И там два саписта уже гребли, там всех на них смотрели, в том числе я там поснимал шорты, как они там плывут. Ну, не льдинами, но понятно, что там в сантиметровых этих гидрокостюмах, но все равно, если упадешь, не жарко совершенно будет. Да. Так что вот сегодня такая тематика у нас свободная. Не только касающаяся фотографии. День Земли. Земли. Фу. У меня еще история вам расскажу интересная. Так, я не снял ролик, потому что, честно говоря, не захотел. Помните мой, с которого я начал снимать, ну, с пятерки там пару роликов я снимал, а потом вот эта съежка старая моя, на которой все видео практически сняты, ну и на компактную камеру. Начал у меня, сколько я его менял, уже разбирал там батарейки, ставил, чистил камеры, и в результате у меня вот эта передняя часть уже практически экран все отшатался. В этой части уже там желтая стала, такие полоски. Ну и в один прекрасный момент у меня просто весь полосками пошел. Я его разобрал, думал почистить и все, перестал. И мне пришлось достать свою старую пятерку, ну такая же, пятерочка, в идеальном состоянии супруги. Я ее активировал, но YouTube не работает. Не работает творческая студия. Программа, в iCloud заходишь, не грузится ничего. То есть, ну, я там стал писать, смотреть, ну, люди пишут, вроде должен оживиться. Я решил, записал я с ним ролики, можете, кстати, сравнить их по качеству. Это ролики, которые я снимал, первый тест штатива в парке около Троицкого моста. Ну и там что коротенькие, небольшие, про летний сад тоже им снято, пятерочкой. Ну и потом думаю, ну надо перезагрузить, наверное, еще раз аппарат, сбросить его полностью, обновить, как бы, поставить через iCloud, и у меня все заработает. Я такой с надеждой все это втыкаю, делаю, бац, кирпич. То есть он мне на стадии активации
после обновления программного обеспечения, полного сброса, когда вы продаете любой Apple, ну, сбрасываете, выходите из всех этих поисковых машин, найти iPhone, и все, он мне пишет, активация невозможна. 2 раза сделал, 3, короче, час потратил, больше даже. Ну, думаю, что делать? Надо звонить в поддержку. Написал им там, ну, они мне там что-то написали, я говорю, не, нафиг, писанина, это все, это время только потратишь зря. Набираю звонок. Они быстро реагируют, звонят, перезванивают себе. Не поверите, у меня было 5 или 6 звонков в общей сложности. Сначала первый специалист. Расскажу просто, чтобы интересно, кто посмотрит, кому интересно. Как Apple превратила в кирпич, ну не в кирпич, практически в неработоспособная пятерка. Хотя, ну да, они в поддержке снято, он же потом объяснил, что 10 лет прошло, все. Но суть того, что первый вопрос сказали, что, скорее всего, у вас, наверное, с модулем сотовой связи. Я говорю, молодой человек, как такое может быть? Ну, инженер, ну, как бы я инженер, а он там менеджер. Да? Далеко не инженер. Почему я не люблю этих недоменеджеров? У вас сотовая связь, наверное, поэтому интернет, поэтому не получается. Я говорю, молодой человек. Ну, во-первых, у меня капсула, которая как часы работает уже. С момента, как они сделали в 2009 году. Во-вторых, говорю, вчера все работало. Я вчера все снимал. И сегодня все работало, пока я не перезагрузил устройство. Ну, в результате там он мне сказал что-то сделать. И сбросился звонок. Я думал, набираю еще раз, попадаю. Понятно, что они с разных частей мира. Это же дистанционно все, люди работают. Попадаю на девушку. Очень приятная девушка, все вежливо, все конкретно, в стилистике Apple, все супер. Ну и, соответственно, она мне предлагает как бы перегрузить его не просто через обычный сброс, а по старинке, как помните, первые айфоны делали, через iTunes. Но тонкость знаете в чем? iTunes-то нет уже как такового. Вы понимаете, да, кто Apple владеет? То есть Apple Music, который сейчас называется. Раньше для того, чтобы переместить какую-то музыку на iPod, первое устройство у меня было iPod, нужно было подключить кабелем к компьютеру, открываете, и там, грубо говоря, вы можете переместить музыку туда, еще синхронизировать, как раньше я делал, там, появились подкасты, там, фотографии, все это. Потом сейчас это не нужно, сейчас это через iCloud делается. А здесь вот я подключил, все сделал по инструкции. Ну и на момент, самый прикол. И на момент, когда она мне говорит, что я это делаю, нажимаю, удерживаю кнопки, сбрасываю. Ну и, соответственно, разговор-то потерялся. Но самый прикол не в этом. Я это все прошел, все сделал, ничего не работает. 2 раза сделал, то же самое, кирпич. Короче, третьего человека звоню. Что-то он мне еще там сказал. Он говорит, у вас есть какой-то? Первый, кстати, сказал, есть у вас еще второй телефон, чтобы с него позвонить? Я говорю, давайте с FaceTime или еще. Нет, мы не можем типа связаться. А у меня только один телефон, у второй тот. Симку переставить я не хочу. А самый прикол, я звоню третьему, он говорит, что, телефон-то можно как-то? Я говорю, я с ним разговариваю. Но самый прикол, друзья, вот, кстати, кирпич, но на него приходят звонки. Я даже нажать не могу, потому что у меня нет ни одного приложения, даже нету звонка. Но он принимает звонки. Я ему говорю, что это так, он такой, такого быть не может. Телефон как бы не установился, и он принимает звонки. Вот реально. Вот такая история была. Чем это закончилось, друзья? Закончилось это, еще один звонок был. Я все это перезагрузил, все сделал. В результате я сказал, что я буду сам заниматься, потому что, чего я? Ничего не получилось у них, да. Они мне сказали, что это уговорили меня, что это очень старое устройство, что он не должно работать, все, поддержки нет уже, все дела. Ну, вы знаете, Фаёныч упертый человек, все можно заставить работать. Насильно. В результате я пришел к тому, что мне надо его чинить. Нашел человека хорошего, знакомого, известная сетка. Мне его за 3 часа сделали. Нашли новый дисплей, поменяли. Я думал, что это шлифами. Нет, дисплей умер просто. И сейчас у меня стоит навехонький дисплей, прочищенные камеры, снимает он супер, просто best. Так что вновь рабочий старенький SE. Так что за мастеру пришел, кстати, с пятеркой это. Я говорю, да, у меня пятерка, там можно с него что-нибудь поставить. Нет, говорит. Вот только посмотрел на пятерку такой. Да выкинь ты это вообще говно, выкинь. Я говорю, как это, помните в фильме? Выкинуть пол-литра? Да я тебя сейчас. То же самое я. Она говорит, да эта пятерка тебя переживет, она будет работать, еще Джобс сделал. Она лучше, съешь вот эти квадратные телефоны, они вечные практически. По сравнению с этими скругленными, которыми разваливаются, которые отклеиваешь, потом уже склеить обратно невозможно.
Здесь все вытаскивается, все на винтах, все можно вытащить, все по-человечески сделано. Поэтому неудивительно, что они iPad стали вернулись к этому формату, и телефоны стали в этом формате классическом делать, с гранями. Поэтому я к технике отношусь таким образом. Если техника грамотная, хорошая, должна работать. Если она вам надоела, если вы считаете, что более совершенный дизайн, еще что-то, ну, это не факт, что она будет дольше работать. Ну, вот у меня такой подход к технике. Если она работает, ну, что, пускай работает. Если она уже морально историла и не дает возможность, да, там низкое качество, там все плохо. Ну, посмотрите, напишите в комментах, кстати. Вот вы смотрели ролики эти про пароходики, я записывал, про летний сад, и вот первый обзор на природе этого штатива. Они на пятерку сняты, там камера в 2 раза хуже, чем здесь. Снято, здесь 8, по-моему, миллионов, там, по-моему, 5. Передняя камера, там вообще 30 кадров снимает. И, кстати, эта камера 30 кадров в секунду всего снимает. Никакого 4К. В этом 4К есть, там все. Я снимаю 4К в основном. 4К, да? 4К. 4К. Fuck off. Хочется сказать. Так что вот. Это то же самое с фотографией, да, там. 50 мало мегапикселей, надо 200, надо 300. Люди там иногда смотришь во фликере, там такие продвинутые, типа продвинутых людей, фотографов. Это, открываешь фотографию, видно, что фотография загружена в большом качестве. То есть это там, ну как я грузил там на тест иногда 100 мегапикселей, 2, там, 120 мегабайт. И смотришь квадратиками такой, картинка какая-то. И, ну, они же не знают, что это будет грузиться 10 минут, 15 минут из серверов, чтобы вытащить такой объем. Они просто так настроены, сервера. И человек там выложил и ждет, что там квадратики будут кто-то там что-то рисовать еще. Он же выложил в крутом качестве. И все. Поэтому, ну, здесь надо просто не то, что мозг включать, а хотя бы какие-то элементарные вещи знать. Есть для соцсетей качество, есть для выставок качество, есть для работ продажи, которые вы делаете там в типографском формате TIFF, да. То есть это все для разных целей разное. Но все вот как бы упертые там, РО, только RAW, только RAW, только 16 бит в канал каждый, да. Сколько это весит, никого не интересует. Сколько это будет грузиться, тоже никого не интересует. Кто это вообще будет открывать? Потому что открывает там на быстрой машине, понятно, что там несколько минут будет, а на медленной машине тут часы будут загружаться. Не у всех есть скорость там 400 мегабит в секунду, да. То есть люди живут до сих пор, я помню, у меня тоже что-то сломалось, я куда-то приехал, 45 килобит в секунду. Я там сраное программное обеспечение для какого-то ресивера 2 часа выгружал на 45 килобит в секунду. Интернет, живут люди в центре города. Я говорю, как такое возможно? У меня такой скорости были только в 90-х в начале, когда интернет только появился, в 95-м году. Что. А у них вот сейчас, 20-й год, 45 килобит в секунду. Как вы живете вообще с этим? 45 килобит в секунду. Ну, спутники летают, передают фотографии с таким же битрейдом, поэтому до сих пор они там за границу Вселенной вышли, у них там скорость меньше передачи данных. Все работает, так что, друзья, для разных целей. Для каких целей вам надо это? Вот что, правильно, Фаёныч? Согласен? Давай, посиди. Потрынди что-нибудь еще интересно. Все молчат, никто ничего не пишет. Так что вот, все инструменты для определенных целей, для каждого задания свой инструмент. И тогда все получится, все будет хорошо, все будет здорово. Так что вот. Ох. Ну, а вы как считаете? Или я не прав? Или прав тот, кто считает, что сейчас вышел 48 мегапикселей дрон, да, у них старый же был дрон, кстати, двойка. Air 2, да, он же 48 мегапикселей. У меня человек рядом, я потом видео, фото посмотрел этого 48 мегапикселей, проблевался, сказал, откуда там 48 и что там на них видно. Там ничего не видно, там сплошной шум. А потом, оказывается, узнал, ну да, друзья, они так посчитали, у них там интерполяция, и, соответственно, при маленькой матрице, там даже не дюймовки, да, даже не которые на 2S, да, на нем ничего не видно. 48 мегапикселей, все вот так вот, все в шумах. А тут 20 всего, да, и картинка просто блестит вся. Сравниваешь его там в некоторых частях, даже у меня Sigma так не снимает. То есть, ну, реально больше, да. Хотя Sigma 45, но в 3 слоях там общая 14,5 складная. Но если реально детали нужны, там переключаешь или на монохром, или выводишь там
через RAW в большом разрешении, там делаешь еще увеличение разрешения, там смотришь картинку, она просто блестит. Размер матрицы вот такой малюсенький. Малюсенький, малюсенький. Так что эти все мегапиксели, гигапиксели, да, это все от лукавого. Ну, это лично я, мое мнение. Если оптика говно, то никакие мегапиксели не помогут. Поэтому, а то, что, конечно, оптика DJI использует технологии разработчика Hasselblad, ну, по неофициальным данным, в принципе, Hasselblad уже и принадлежит этой компании. Поэтому я думаю, что то, что произошло в прошлом году, когда DJI вошел в Valley Alliance, в который входит, я считаю, лучшие производители на сегодняшний момент, Sigma, Leica и Panasonic, в принципе, вот DJI присоединился, и можно сказать, что практически будущее фотографии на ближайшие 5-10 лет уже определено вот этой компанией, L Alliance. То есть с ней, конечно, будут конкурировать Nikon, Canon. Сколько у них по времени это все затянется, не знаю. Но я думаю, что в конечном итоге останутся там тройка игроков, остальные все отвалятся. Ну, Pentax, видите, еще не умер. Olympus тоже. Это мое такое злое. Ну, Sony пока висит, потому что у них базис большой по деньгам, они могут себе позволить перейти просто на выпуск чипов, что, в принципе, они в свой план расписали. Тем не менее, они пока еще выпускают камеры приличного качества и делают профессиональные видеокамеры в том числе. Но основная ставка, конечно, у людей, которые сейчас камеры делают, я считаю, что ну, я бы делал ставку в первую очередь на то, что находится в Альянс. Потому что даже по парку оптики, если посмотреть, хотите вы поставить, ну, поставите Leica с объективом, да, поставите Panasonic, поставите Sigma. То есть практически все сегменты вы пересекаете. Понятно, что если вы смотрите Phase One, Эрденштоки, то не нужно. Вы идете в другую категорию, но там уже другие все задачи и другой результат. Но если как бы обычный массовый, средний, полупрофессиональный, профессиональный, то там все понятно, прозрачно. До тех пор, пока iPhone практически не сравняет вот это все с землей, весь этот слой, рано или поздно это произойдет, я думаю, в ближайшее время. Потому что даже то, что сейчас 14, хотя он уже считать старый, да, 14 Pro, но сейчас можно прямо вот в этом месяце, в прошлом вышло огромное количество роликов, зарубежных анонсов, профессиональных видеооператоров, которые сравнивают уже с серьезным софтом, установленным на iPhone 14 Pro, сравнивали с 10 большой. Я думаю, что я многие вопросы бы закрыл. Может быть, даже Sigma брал, снимал бы на него тоже. Так что вот. Чего там? Чат хотят разорвать там. Да вы что? Да вы с ума сошли, что ли? Соединение восстановлено. Это ты брось, Павелович, тут колдовать, чат разрывать. Тут. Не надо ничего разрывать. Берем как тузик грелку. Попытки чата. Так что вот. Вот такой день Земли у нас получился. Но это только начало, потому что майские, ну, сегодня, считай, второй день уже, да, майских, можно так сказать. А дальше много всяких интересных событий. Цвет, конечно, небесные всякие явления. Мне тут написали по поводу, Ираклий, по-моему, написал по поводу серебристых облаков, что они типа летом бывают только. Но как человек, который занимается астрономией, я могу отличить серебристые облака. Я соглашусь с Википедией, соглашусь к тому, что написано в интернете, но реальность, к сожалению, такова, что в этом месяце я видел серебристые облака, и меня это очень сильно поразило. Я понимаю, с чем это связано. Кто следит внимательно за моими короткими шорцами, наверняка знают, что в апреле месяце была одна из самых мощных вспышек, которая дошла до нас 24 числа. Я шорт записал, выложил. Мы пересекли 8 уровень К8. Есть такой индекс магнитного поля Земли. Каждая единичка – это в 10 раз больше поток частиц. Высокоразряженных, ну, высокорадиоактивных, грубо говоря. Поэтому восьмерка была 3 подряд восьмерки, и между ними семерки. То есть такого не было, вот сколько я наблюдаю, сколько я подписан на НО с 2009 года, то есть я не видел. То есть на самом деле по статистике такие вспышки, такое возмущение магнитного поля бывает 1 или 2 раза за 11 лет. То есть мы это получили. То есть я об этом говорил, что
Конечно, связано с вулканизмом, конечно, связано с наша Земля, День Земли, защищается магнитным полем, борется с этим потоком. Для чего, в принципе, оно и сделано, чтобы защитить нас, потому что если не было бы этого магнитного поля, нас просто бы испепелило за долю секунды. Но вот такое явление есть, и поскольку все полыхало, имеется в виду магнитосфера, зайдите во Flickr, посмотрите фотографии северных сияний, которые делали в Норвегии, Финляндии, в Штатах, посмотрите, какие там цвета, какой масштаб. То есть, поэтому серебристые облака – это, грубо говоря, тоже разрезанные частицы, которые светятся, в том числе и как бы за счет вот этих всех потоков. Поэтому через все небо вот это вот все очень необычно. При том, что для человека, который был и жил не один год в Мурманской области, я прекрасно помню эти времена, эти и цветные сияния там видел, и зеленые ярко, и видел запуски ракет, то есть все это я могу отличить. И когда я здесь в городе увидел, я думаю, да не может такого быть, взял бинокль, пошел, да ну нафиг, серебристый облак. Я был в шоке, честно говоря. Апрель месяц. Потом я, конечно, сложил, когда все пазлы, я понял, что да, действительно, надо было снимать. Ну, наверняка, я думаю, что в интернете у нас в Питере есть сообщество, которые, они так и называются, охотники за серебристыми облаками. По всему миру их тоже много. Поэтому так. Все это, конечно, предвестники всяких интересных событий, я имею в виду в ноосфере, да, как Неовайс, помните, когда записывал ролик про Неовайс, открыли мой день рождения, да, там никто не ожидал, а потом это огромная комета, по всему миру ее снимали, ну, потом пошли события сразу за ней, как обычно. Так что вот, день Земли, день Солнца, день Земли. Солнце есть, Солнце светит, значит, фотография будет жива. Поэтому Курочкин тут купил, кстати, по-моему, этот 828 Sony, я ему написал в комменте. Ну что, инфракрасный стрит? Друзья, кто делал инфракрасный стрит? У кого есть инфракрасные камеры? Будем снимать инфракрасный стрит? Все думают, там без одежды, да, людей? Нет, не без одежды. Просто с инфракрасной подсветкой. Просто в этих камерах сделана кнопка отключения фильтра, поэтому там эти камеры переходили легко в инфракрасный режим. Но в ближнем поле, понятно, там 3-5 метров можно только снимать инфракрасные, без всяких дополнительных специальных фильтров. А что за подписка на астрономические явления? Ну как что? Но, НАСА, ну не НАСА, но, я же говорил, это... Наберите в поиске погода, солнце, погода, НАСА, не знаю, там, все это есть. Если вы следите за спутниками стерео, там есть данные по спутникам стерео, то есть это спутники, которые висят на определенной орбите стационарной, да, и снимают с разных точек. Есть сейчас новый спутник, который прилетел там, на близком удалении от Солнца, два их уже с разных сторон. Благодаря ним сейчас получаются объемные картинки, и протуберанцы видно с большой четкостью. Плюс мы получаем очень быстро, вы же знаете, что 1,5 миллиона километров, да, то есть свет идет, ну, посчитайте там, получается, сколько там идет? 8 минут, да, или, по-моему, 8. Ну, короче, прикинь, да. Солнечный ветер, у него скорость ниже. У него 300 километров в секунду или 500 километров в секунду. То есть он приходит через сутки, через двое. Когда вспышка происходит, сама плазма до нас долетает через день, через два. Мы ее видим, да, света, вспышка. Но сама реакция магнитосферы будет через короткое время. Вот при этой вспышке была скорость ветра тысячами километров в секунду. Поэтому она прилетела быстрее. Ну и, соответственно, понимаете, когда происходит такое, это гелиосфера. Есть некое понятие, да, наша Солнечная система – это Солнце, планеты, и гелиосфера распространяется дальше гораздо, чем планета. И вот гелиопауза есть такая, да, то есть вот спутники сейчас наши будут там приближаться к гелиопаузе. Там уже действует сильное излучение космическое наружных объектов, звезд, всего остального. Поэтому, но там оказалась температура, вот сейчас по новым данным, да, то, что получили, еще выше, чем вот предполагалось в несколько раз. То есть она очень высокая температура. Плазма же, она не то, что она холодная, да, она большой температуры. Поэтому, если вы следите, если вы изучаете этот вопрос, посмотрите температуру, посмотрите напряжение поля, например, Земли. Вы увидите, какие порядки это, да, почему вот эти молнии все с миллионами ампер. Там достаточно большое, серьезное электричество. Поэтому мы все состоим из энергии, из электричества. Электричество просто такое понятие, которое
говорит о том, что это вот электромагнетизм. Да? Но это частоты, вибрации, разные частоты. Поэтому вы можете все это посмотреть, все это и видео есть, что такое Солнце вообще, что это не просто шар с водорода, там, который горит, и там, гелия. Это большое устройство, система, которая имеет магнитное поле, так же, как Земля имеет магнитное поле, которое нас защищает от всего. Поэтому оно меняется, есть движение этого магнитного поля. Когда вот эта вспышка, оно сплющивается, да, с этой части, с теневой, оно наоборот там растягивается. Поэтому, соответственно, проходит короткое замыкание, и вот эти, видели такие рисунки, да, на северном, на южном полюсе, магнитных полюсах, они не совпадают. Происходят вот эти явления, когда вот эти частицы туда входят, и вы видите, это красивое северное сияние, на самом деле очень чрезвычайно вредная штука. И для самолетов, и для спутников, для космонавтов, и даже для людей, которые находятся на каком-то ближе к этому месту. Поэтому вот. Все это фотографии фиксирует, да, изучается, но вы можете это почувствовать, да, напряжение, да, цвет и свет. Так вот, эти магнитные поля, магнитного поля Земли постоянно меняется все, вы знаете. И есть индексы вот эти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 9, ну, пример, это было в Канаде, 89 год, да, когда там пол Канады месяц сидели без света. Это все, это катастрофа, сгорели все трансформаторы. Ну, есть в интернете, можете набрать там события 1000, какой там, 900, не помню какой год, когда это была буря большая. Сгорели все провода там в Европе телеграфные. Какой там интернет? Если к тому времени был бы интернет, все уже бы сгорело. А там провода даже сгорели, трансформаторы, телеграфные, друзья. Обычные такие толстые провода. Поэтому это все очень серьезно. Поэтому если вы думаете, что это шуточки, это не шуточки. И каждая такая вспышка, каждое такое, это все живые организмы, это живые системы. Земля на них реагирует, Солнце тоже. Поэтому все это имеет отношение и к технике, и к человеку, и к его самочувствию. Поэтому какие-то новые вулканы, новые явления. Все это постоянно. Мы находимся в этом мире, миге между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. О, сегодня балбес, Вовеночек, какие темы сегодня затронул, да? Неподобающие темы. Да нет, друзья, это наука все. Одна из частей религара. Религар. Что за подписка на астрономические явления? Да можете подписываться, можете смотреть, это в интернете все есть. У меня просто подписка давно сделана, поэтому я получаю какие-то события, если опасные происходят, ну, мне приходит каждый день. Я смотрю, собираю статистику, изучаю, мне тоже это интересно, смотрю, как это все влияет на тем, то, что я вижу в наших средах, сферах. Ну, это лично мое занятие. Хобби, как говорится, да, имеет отношение к Земле. Раз уж мы тут с вами живем на Земле, никто на Марс не летит, еще не летите, нет? Старшип уже запустили, уже прошел перегрузочный тест. Скоро будем, наверное, отправляться. Ну, астронавтов уже выбрали, так что скоро полетят. Расскажите еще про планы организации фликер-курсов. Хороший вопрос. Про планы организации фликер-курсов. Что это имеется в виду? Интересно. Мне даже самому. Про планы организации фликер-курсов. Такой, я так даже не знаю, что ответить на этот вопрос, что такое фликер-курсы. У меня не было не было такого никогда, скажем так, и желания, и какой-то мысли делать фликер-курсы. Что такое фликер-курсы, мне даже интересно. Не, ну это серьезно, если говорить, напишите, что вы имеете в виду, что такое фликер-курс. Павелович сидит, фликер-курсы продает, да? Нет, просто я говорил о том, что одна из идей необходимости уже четкого создания каналов, последней каплей, грубо говоря, было то, что на пространстве, когда я обнаружил Flickr с помощью одного из подписчиков в Фейсбуке, запрещенной организации, да, или как там, запрещенной чего-то там в России, то я пытался найти, что это такое, как она работает, что такое. Я тогда не знал ни Explorer, ничего. Ну, то, что Дмитрий Прокоп, то, что Сергей. И множество, десятков
тысячи людей по всему миру до сих пор не знают, что это такое, для чего это надо. То же самое я. Да, я стал искать англоязычный, у меня с английским никаких проблем нет, поэтому понимаю и читаю, и слушаю. Я понял, что в русскоязычном тоже там пару роликов было, но там какие-то ролики, ну вот там это хранилище, там, можно 1000 там фотографий, а тогда было не ограничено. Это уже в 2019 году не ограничили и ввели как бы подписку про для тех, кто много. Ну, в основном все говорят, ну, вот просто как 500px, там еще там миллион всяких, можно просто хранить там фотографии. Ну, на этом все заканчивалось. То, что это соцсеть, то, что это э, сообщество фотографов, которые интересуются фотографией, да, то есть людей, которые что-то ищут, что-то сами делают, для творческих людей. Этого нет. Как это работает, зачем, что такое Lens Explorer, как в нее попадать, что такое группа, галереи, вообще зачем это нужно, какие выставки, кто кураторы, э, какие галереи, журналы используют это все, и вообще поисковые машины как работают. На это потрачены были годы. И вот ребята, кто в нашем канале, кто, в принципе, давно меня смотрит, понимает, что, ну, без ложной скромности можно сказать, что многим, не только русскоязычным, какая-то польза от моего исследования, того, что я изучал этот вопрос, как это работает, чтобы помочь людям сократить свое развитие, да, или там какие-то найти вопросы в Африке, сократить их там с годов там, до нескольких месяцев. Но у меня не было цели продавать какие-то курсы. Я всегда это делал все бесплатно, абсолютно, да, на добровольной основе. Ну, если вы хотите поддержать, конечно, я не против. Ссылка на донейшн на лекции под роликом, в шапке канала, в описании канала, везде все это есть. Донейшн на лекции, скрипта, ну, все остальное. Так что вот. Организации фликер-курсов нет. Но если кто-то, ну, я думаю, что найдутся. У нас, к сожалению, во многих отраслях у нас это норма является. Сразу, когда какая-то интересная пустота образуется в среде или в сфере, эту пустоту первыми захватывают, как там, их называют инфо-цыганами, но во многих сообществах это слово нецензурно считается. Как это вот национальность цыгане, да, и зачем их там инфо-цыганами называют? Люди обижают. Но на самом деле я их прекрасно понимаю. Но это появилось из-за того, что появились люди, в том числе и благодаря самим людям, которые искали ответы, да, ну, всегда обманывать царап, которые продавали воздух, да, вот называемый, да. Ну, это тоже такой термин, да, продажа воздуха. Если этот воздух дает какой-то результат, финансовые, там, знания, еще что-то, ну, это уже не воздух. Но действительно были люди, которые паразитировали и которые продавали то, что есть в открытом доступе, абсолютно. Но нужно понимать, что есть крупицы знаний, которые находятся, да, но нет готового рецепта. И такие люди собирали какие-то рецепты, да, что-то они компоновали, собирали какой-то, как там говорят, оформить, да, родить, обернуть, как они называют, обернуть курсы и дальше уже их продавать. Нет, у меня не было таких целей. Я, честно говоря, шел всегда другим путем. Я старался это все сделать доступным. И я считаю, что свобода заключается в том, как раз, что несмотря на огромное количество разнообразия, в котором мы живем, ну, есть какие-то, во-первых, интересные направления, которые вам интересно изучать, да, и вы можете что-то экспериментировать. Поэтому Flickr дает возможность экспериментировать, но самое главное, что он дает, то, что я увидел во Flickr, и то, что меня сподвигло на то, что рассказать, что такое Flickr. Это то, что он дает возможность вам обратной связи. И я говорю почему. Потому что все сообщества, классические офлайн, которые находятся в природе, в основном сводятся к одному. Есть некие гуру, специалисты, эксперты, как это называют, да, которые, я тоже являюсь в некоторых отраслях экспертом высокого уровня. Но я не выпячивал никогда и считал, что это ругательное слово «эксперт». Для меня это ругательное слово. Эксперт. Можете перевести дословно с любого языка, посмотрите, что он означает. Есть мастер, это совсем другое. Понимаете, мастер – это человек, который что-то может делать. И искусство – это мастерство в превосходной степени. Вот что это такое, философские слова. Поэтому эксперты для меня это, я сразу, это ругательство. Так вот, эксперты эти, они в офлайне решают, что вот я такой-то заслуженный мастер искусств с большим количеством призов, там еще что-то, и я могу учить людей.
Это нормально. Система так работает. Люди к ним идут, получают какие-то знания, получают какие-то навыки. Ну, кому что надо. Кому-то навыки нужны, кому-то знания. Потому что со знаниями навыки не нужны, вы и так все найдете. А с навыками, ну, знаний практически может не быть. Может и быть, а может и не быть. И вот в результате получается, что человек идет, отдает свою работу, ему говорят, да, иди учись. Ты говно снимаешь плохо, ты не умеешь, да. И какое мое отношение к этим? А где гарантия, что этот эксперт обладает знаниями, протяженными во времени? Что сегодня это считается говном в искусстве, а завтра это тренд. И завтра это новое направление. Никакой гарантии нет. Потому что эксперт действует в рамках своей системы ценностей. Раз. Во-вторых, уровня знаний. Два. И третий, стиля. Три. Кто определяет стиль? Эксперт определяет стиль? Нет. Стиль определяет общество. Стиль определяется именно тем, что востребовано. И если в 20-х годах, 30-х было востребовано авангардное искусство, то оно появилось. Вот и все. Точно так же, если в 2007 году, когда я был, ну сколько можно на эти кнопки нажимать, я понимал, что должно прийти устройство, уже плиты делали сенсором, у меня стоит такая напротив, а вот этого еще не было. Я понимал, что это придет в телефон. Оно пришло. И оно полностью перечеркнуло индустрию практически все, что остальные компании занимали всю эту нишу. А пришла компания, которая этим вообще не занималась, и забрала весь рынок. Ну, то же самое здесь. Эксперт не определяет развитие рынка, определяет события и технологии. Это мое глубокое убеждение. И если фотоаппарат уже морально устарел, как устройство, в котором есть коробка, в котором есть дырка, куда смотреть, в котором есть объектив, он уже через какое-то время умрет и заменится таким устройством, каким-то дистанционным просто линзовой системой, или будет использоваться сам глаз человека, то вот это все там, это костыли. Поэтому что, с точки зрения касаемо фликера, мое мнение следующее. Если вы можете получить обратную связь, то, чем вы занимаетесь, те жанры, которые вы снимаете, насколько вам хорошо это удается. Эксперт вам скажет, да, и топовый фотограф, посмотрев ваши работы, ну, они не будут ни подписывать, ни лайки, ничего не ставить. Но кто-то, кто находится на уровне развития, кто интересуется темой, он понравится, что-то поставит, напишет, и вас мотивирует, что вам что-то удалось. Но еще более интересно, если действительно профессионал, если действительно человек, который уже разбирается серьезно в этом, является мастером, а не экспертом, мастером, как Хитон, как Адам Гибс, как Картье-Брессон. Примеров масса. Ансель Адамс. Это мастера, это не эксперты, это мастера. Эксперт может сидеть в лаборатории Лейка и снимать миры, да, измерять сколько миллиметров разрешения, МТФ графики смотреть. Это эксперт, он не мастер. А мастер – это кто создает что-то новое, что выходит из сферы, через мысль, дает реализацию. Так вот эти мастера отмечают, пишут, и видят, действительно пишут вам, да, там, что вам удалось вот это там, да. Вас это мотивирует, что и вы видите, что вам удалось. Если вам говорит это мама, папа, дядя, знакомый, там, подруга, это ничего не дает. Потому что они вам льстят, они вам врут, они просто хотят сделать, чтобы вам было хорошо. Здесь не имеется в виду объективное и субъективное. Имеется то, что вы не можете определить, что вам снимать. И я общаюсь с людьми, которые снимают много лет. Они сами не знают, что у них получается. Почему? Потому что они идут к таким экспертам, приносят им портреты, говорят, да, это фигня. Смотришь это, потом через 5 лет, ну, это тренд. Это сказочные портреты там или арт какой-то. Да. Поэтому нет, а Flickr дает возможность, потому что это соцсеть, которая динамична. Она идет во времени. У нее стрелка времени направлена. Конус времени у нее направленный. Не назад в прошлое, а в будущее. И вот это результат. И там есть мастера. Но есть, конечно, люди, которые считают, что мастеров нет, что мастера все сидят только в NFT-группах, да. Про это у меня есть ролик, можете посмотреть про Universe, про NFT-продажи. Там, в принципе, все эти люди, они известны.
Вот я упоминал нескольких людей, которые продают там за десятки этих единиц, которые не долларовые, и эфиры, и биткоины. Тот же самый Рубен Вуда, который открыл новое направление пейзажной фотографии. Можно сказать, что это студийная пейзажная фотография. До него никто этого не делал, хотя Фавионович в 80-х годах тоже со вспышкой снимал в лесу, там лампы ставил. Но на тот уровень, который замахнулся Рубен Ву, там больше 10 лет назад, никто не смог замахнуться на такое, что можно делать искусственный свет и снимать это с помощью камер, и ставить это свет в определенных местах. У него это получилось, у него теперь целая армия, поэтому это мастер. Теперь это лицо National Geographic, теперь это лицо Phase One и прочее, прочее. То же самое вокруг вас, кто путешествует или кто обратится во Flickr, он увидит этих людей. Они есть, они на первых позициях, первые десятки. Каждый день вы увидите такого человека в ленте Экспорт. А вот когда недавно был лента, посвящена была Дню Земли, вы таких людей могли увидеть и в середине, и в конце, их множество по всему миру. Это люди создают новое абсолютно, непознанное, новое, поэтому им не нужны фликер-курсы. Вот. Ну, и без обид, но, Фатач, но на самом деле, я просто неправильно вопрос, наверное, понял, скорее всего. Но мое мнение таково, что знания, как бы, они даются тяжело, конечно. Навыки даются легко. Их можно пойти купить и натренироваться, как обезьяна, да, или что-то сделать. Моя задача была все-таки как-то приоткрыть завесу, что где эти знания можно искать. Ну, благодаря интернету, слава богу, когда он появился, я еще диплом когда писал, это была такая помощь для написания диплома, появления интернета в 90-х годах в конце. Потому что никакие библиотеки мне не дали возможности найти ответы на те вопросы, которые я писал по системам подобия. Да. То есть не было их. Потому что уже современная техника была создана, да, и Бауэрсом, и другими компаниями, но про них ничего никто не писал. Даже тот же самый Харли, да, который написал уже, ну, позже эта книжка вышла, high-end, hi-fi, да, история. Но, тем не менее, не было данных. То же самое сейчас. Сейчас есть множество направлений, по которым нет информации. Или информация очень маленькая, очень узкая. Ее, чтобы найти, нужно, ну, конечно, найти ее можно, но потребуется множество времени. Благодаря YouTube, благодаря Flickr, конечно, поиски могут сократиться. Вот меня часто спрашивают, да, если отойти в сторону. Вот, ну ладно, зачеркнем, что там нет автора хороших, там говно фотографии все, там вообще люди умеют снимать, как бы, и там ничего не зарабатывают, все. Дальше, там все скучно, и там один мусор для, как мне написали, для семейных там этих каких-то, да. Следующий вопрос. Ну, давайте зададим вопрос. Например, человек хочет попробовать старый какой-то объектив. Человек хочет узнать, что у него получится, если он купит новый Mavic Pro, как он называется сейчас, Mavic Pro, не Classic, а Mavic новый, ну, в общем, то, что я говорил. Последняя самая камера, ну, не знаю, выйдет сейчас там, не знаю, Phase One там 20, или выйдет, например, Sigma Favion в этом году, там, да, полнокадровая. Где вы сможете получить данные, как эта камера фотографирует, если у вас там не будет там каких-то 5, 10, 15 тысяч долларов, но вы еще нигде не знаете, как это снимает. Куда вы пойдете в первую очередь? В магазин искать или куда? На склад? Или поедете куда-то на завод в Японию, чтобы там попросить. Раньше было так, только так, журналы там еще что-то. А сейчас нажал в поиске во фликере и получил сразу же готовый результат. Вот фотография, которая сделана амбассадором ничего не вышедшего устройства. Или устройство, прежде чем попасть, оно попадает сразу же на тесты к самим фотографам. И Flickr, и Sigma, и Leica точно так же действует. До анонса, как правило, выходит. Или старые какие-то модели. У вас есть желание снимать там Meyer Optic, не знаю, там 45-го, 50-го года, да, там 300 миллиметров 2,8. Вы хотите увидеть, как этот рисунок выглядит. Вы вбили во Flickr и сразу получили фотографию. Вы уже какую-то часть информации можете для себя получить. Что это вообще такое? Или там люди восхищаются, там, написали, помните, я сделал фотографию с Flickr Explorer. Что не так в этом фотографии?
Помните, это я говорил, там девушка изображена, у нее зоркий четвертый и пристегнут 69-й индустар от чайки полуформатный, да. И вот один кто-то написал из вас, что неправильно, что это полнокадр, она не развернет. Но есть люди, которые вот они ищут какую-то, да, информацию, они не понимают вообще. В Фликере этот ответ можно получить. То есть вы можете получить и ложную информацию, и правдивую. Можете получить компьютерную графику дешевую раньше. Сейчас это как бы зажалось. Ее стало меньше во Фликере. Она редко попадает в эксплорт. Раньше это было пересыщено. Сейчас есть, конечно, работы, которые дорисованы так называемым, как там в Савельев говорит, да, искусственный маразм еще не перешел в интеллект, так и есть. Ведь помните, когда Photoshop открыл эти заставки, да, бесплатные там, или платные, звезды любые, там все одинаковые звезды, у всех одинаковые облака, ну, смешно. Через месяц было смешно смотреть на эту ленту, смотрите, ёпарасоте. То есть это уже манипуляция. То есть манипуляция, на самом деле, она, конечно, интересна как арт, но она, как правило, долго не живет. Гениальная манипуляция, да, конечно. Но если говорить о массах, то все одинаковое, смотришь, и везде одинаковое небо, там везде галактики одинаковые, имеется в виду заставка. Ну, конечно, это смешно. Ну, с другой стороны, я думаю, что, может быть, через 10 лет все будут воспринимать это абсолютно нормально и корректно, что человек сидит за компьютером и фотографирует. Просто выбирает точки, вводит объекты и получает готово. Ну, я все-таки был бы противник такому, потому что, ну, здоровье не будет прибавляться от того, что вы ножками ходите. Поэтому я говорю, что фотораб, проект мой, фототерапия или фоторэп, как раз направлен на то, что фотография – это процесс. Фотография – это не просто ходить с камерой, нажимать на кнопку. Это думать. Так же, как бегать по лесу с картой, это надо думать. Можно тупо бежать просто по карте, вот так поставить себе азимут и бежать там через болото, утонуть там или еще что-нибудь. Сам пока не планирую угореть по фликеру. Всегда интересно, когда человек творчество, которого нравится, замышляет какой-то новый проект. Интересно, чем это будет, на какой стадии реализации. Но если вы меня имеете в виду, то у меня проектов гигантское количество. Просто вопрос, проект может один из 100 только выстрелить. Каждый проект имеет право на жизнь, но иногда проекты, которые делаешь, они будут востребованы только, и я знаю об этом, они будут востребованы там, может, через 10-15 лет. Это не значит, что я ими не буду заниматься. Потому что любая какая-то вещь, которой вы занимаетесь исследованиями, она может быть востребована во времени через какое-то только время. Это абсолютно точно любой, кто человек занимается, что-то делает, он понимает. А что касается планирования угорать по фликеру, ну, угорать-то не надо. Угореть можно и без фликера, честно говоря. Сейчас легко угореть. Поэтому да. Сколько проектов было вообще всяких разных фотографий, да, если рассматривать, сколько всего было придумано, даже технологические проекты по, не знаю, от дронов тех же самых, или, например, тех же самых камер, да, проект, которые позволяли снимать любым старым фотоаппаратом в цифровом виде. Я об этом рассказывал уже много лет. Пленочные вот эти как бы матрицы, которые вставлялись бы в старые камеры, их до сих пор официально производить никто не собирается. Есть проекты, есть как бы реализованные даже какие-то изделия штучные, энтузиастами только, но они не получили ни денег, ни развития. Почему? Как вы думаете? Потому что есть определенная коммерческая заинтересованность самих компаний. Почему мы сейчас не летаем на антигравитационных двигателях? Потому что нужно продавать нефть и газ. Вот и все. Поэтому электрические машины, которые сейчас начинают только переводиться, да, хотя Тесла ездил на такой машине, документально зафиксированы, документы есть подтверждающие этого, да, и приборы даже остались. Но их никто не показывает нам. Мы только видим, через какой-то 50 лет нам показывают, что вот действительно мы изобрели. А потом выясняется, что все эти турбины Тесла все нарисовал и ездил на них. То же самое здесь. Если мы говорим о том, что проекты существуют, но они не реализованы, потому что есть некий ресурс еще заводов самих. Есть ресурс людей, которые на них заводах работают. То есть любая технология, она должна выдержать проверку времени. И все компании, которые делают производство, я общался с производителями, и по моей тематике, да, и 5, 6, 10 лет, иногда выходит больше.
Хотя технология уже отработана вроде, но компания все равно тестирует, нет, особенно японцы. Они очень скрупулезно относятся к новым каким-то. Почему Фавион уже прошло сколько времени? Первый видос, когда я записывал о выходе полнокадрового Фавиона, помните, какой это год был? 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Каждый год весной он обещал, что выйдет полнокадровый Фавион. Вот все, кто смотрит канал, знают. Эти ролики выходили, их смотрят до сих пор. И ответ всегда один, что пока нет. Одна причина, вторая, третья. Всегда причина разная. Но пока нет его. Но когда год, два, три прошло, уже три, уже начинаешь, а может быть это специально сделано? Почему? Ну, представьте, что вам завтра скажут, что вот зачем вам газ, там еще что-то, зачем вам какие-то батарейки, вот эти все таскать с собой, когда вы можете просто из эфира получать сразу же энергию любую, в любом объеме. Куда все это девать? Вот зачем это нужно? Все эти дороги, все эти железные и обычные дороги. Если можно перемещать грузы без этого. Задумайтесь просто. Что делать с этим и куда девать людей? Философские вопросы, социальные в том числе. Поэтому то же самое с фотографией. Пока люди покупают камеры, пока люди покупают... И, кстати, недавно вот Виктор мне прислал статистику, очень интересная статистика, я тоже смотрю, количество камер. Ну, вы помните, да, 150 миллионов продавали в год камер, фотокамер, 200 миллионов. А потом так раз, вот граница, когда iPhone вышел, бах, и вот сейчас тоже сколько камер продано в этом году? Всех. Я не имею в виду DJI, там будет в основном DJI камеры, ну, там сами блоки, да. А просто вот готовых изделий, камер, которые можно поставить карточку и фотографировать. А потом возьмите количество смартфонов, которые проданы в этом году. И увидите, что вся вот эта машина, все эти миллионы, сотни миллионов изделий, она вся переместилась куда? В смартфоны, в телефоны. То есть эти камеры просто стали вот этим. Люди просто не понимают, что это. Вот они стали. Потом какая-то появляется технология, там, нейросети, еще что-то. И вот это вот не надо. Оно не надо, оно просто будет лежать. И все переместится туда. Вот такой процесс, так оно работает. Все ездили на паровозах, там, покупали билеты, все хорошо было. И косилки есть в интернете, ролики, можете посмотреть, вот эти большие. В Америке даже фестивали проводят. Огромные машины, на которых косит, там сидит там 20 человек, она едет на пару, косит, там все делает. Но это уже за большие деньги, они там специально все это построили, возобновили, на пару все работает на воде. Ну, сейчас же никто не косит таким образом, на таких паровозах, потому что он там едет так медленно, все делает. Да, он там потребляет много угля. У него надо закидывать дрова, а уголь, он же работает. Или аэростаты те же самые. Да, любая технология, она как бы имеет какую-то границу. Дальше переходит. Ну, вы сейчас много смотрите видеомагнитофонов, но есть люди, которые фанатеют. У меня друзья, знакомые, если вы покупают видеокассеты, не только DVHS, да, цифровые, а обычно VHS компакт, VHS камеры, VHS компакт. Это уже как бы коллекционирование. Поэтому потом появился DVD и, соответственно, там плавненько-плавненько, вот я помню, когда относил там на помойку целую телевизионную коробку этих кассет, сосед, ну, надо, ну, надо, отдал. С DVD-дисками, с Blu-ray, некоторые вот угорают до сих пор, в Финляндию ездил, когда смотрел, там в магазинах продают по 20, по 30 евро видеокассеты. Это уже Blu-ray, посмотрел на этих людей. Нет, ну люди нормальные абсолютно. Просто там большое количество магнитофонов, там этих Blu-ray было очень мало. Ну, практически в каждом доме, куда приходишь, везде видеомагнитофон, как и у нас в нулевых начале. У всех видеомагнитофоны были. Кто хотел кино смотреть, не ходить в кинотеатры, да, как нормальный звук, а дома себе сделать. Даже кинотеатры делали на видеокассетах. Да. Одни из первых в начале, в конце 90-х систем, которые я делал, как раз на базе видеокассет. Да, это сейчас он стрим, там, пожалуйста. SoundCloud включил и вперед играет тебе там в любом качестве. Запустил спецпрограмму, там, NetPlayer, да, и хай-резы слушаешь, там, угорает по хай-резам. Некоторые вон сейчас тоже, я торренты, в 23-м году торренты, больной человек. Торренты закончились, когда вышел iPad. Все закончились сразу же. iPod.
Ну, кто-то до сих пор пользуется. Поэтому у всех эти разные. Кто-то до сих пор ходит с форматными камерами, снимает, выкладывает их, сканирует во Flickr и получает лайки. Потратив несколько сотен долларов на одну фотографию, получает лайк. Так что вот, тут вопрос такой философский. Но на самом деле это ж имеет право все равно быть поставленным. Что вот. А сегодня тема-то не Flickr, на самом деле. Сегодня День Земли. Она же не только во Flickr Земля. Везде. Ну, раз уж сегодня такой оборот произошел в стриме, ну, тоже может быть. Мы же все разные. У всех разные вопросы, разные ответы. Самое интересное, что мы получаем разные восприятия этих ответов и вопросов. Иногда читаешь вопрос один, а на самом деле человек говорил о другом. Поэтому в этом сложности коммуникации, сложности именно языковые коммуникации. И в этом плане я считаю, что более точными коммуникационными системами являются фотография, архитектура, что еще? Видео, да, кино. Дальше по списку музыка. Вот так. Так что вот, друзья, сегодня у нас такой интересный был стрим. По разным вопросам мы прошлись. Ну, я думаю, что до 1000 доберемся, друзья, до мая. Надеюсь, доберемся. Кстати, по поводу съемок и тестов штативов, тоже интересный результат можно получить, если вы хотите использовать Flickr. Скажите, как это сделать? Есть авторы, которые указывают оборудование полностью список. В основном это люди, которые серьезно относятся именно, ну не то, что фотозадроты какие-то, а люди, которые занимаются исследованием научными с точки зрения техники. И есть, вы знаете, что люди, которые просто сканируют, там, ну, видно, там, Нарицу, там, или еще какой-то сканер, барабанный даже, если хороший. А есть люди, которые четко, так же, как и я, когда занимался пленкой, я выкладываю фотографии, я пишу, каким процессом я проявлял. Да? D76, там, 1 к 1 или там, настоящий, ну, как бы не разбавленный, 1 к 10, там, пишут характеристики самих объективов, пишут характеристики, ну, как бы, если не дается эсхифом, да, автоматом, диафрагмы, выдержка, все остальное. Полный архив, например, цифровой камеры можете развернуть и увидеть, там, вплоть до координат, там, все остальное, данные, как бы, цветопередачи, матрицы, все это есть. Все это можно увидеть. Это тоже является информацией для того, чтобы и сами машины могли понять, что это, где это, как это, имеет отношение к авторству тоже, потому что через эти данные, метаданные можно отследить. Действительно, человек спер, украл, своровал, по-другому как назовите, фотографию, больше у нее там переделал немножко. Современные нейросетки могут это обнаружить, поэтому через некоторое время это все будет открыто. И можно будет откатиться назад во времени, что произошло. Да? Как это работает. С другой стороны, они могут добавить дополнительную информацию, например, на каком штативе это сделано. Да? Берлибах, там, не знаю, там, 632, там, или там Гица, там, не знаю, там, 28, там, 0,5, что угодно. Или там стационарные системы наведения на звезды, да, на такой-то станине, такая-то моторная система, такая-то система фокусировки и прочее, прочее. Кто занимается микрофотографией, серьезной макрой, указывает там вот эти системы фокусировки, как компания, что вообще используется дополнительное оборудование. То есть они серьезно подходят. Это, в принципе, нормально, научно. Почему? Потому что кто в теме, он как бы знает. Это то же самое, когда вы систему собираете. Одно дело сказать, что там Boulder стоит Wilson Audio, там Boulder с Gelston Work, ну, там, ну и чего там, и так далее. А дальше точное указание, там, моноблоков, коммутация по питанию, какая-то система фильтрации, регенерации, какие системы антивибрационных систем сделаны под кабели, под акустику. Все это указано. Когда вы понимаете, что это за даже не владея, как это работает. Да? Но вы можете увидеть спецификации. Не факт, что многие считают
Есть люди, которые недалеки от этого, они думают, что на основании вот этих спецификаций можно такую же систему сделать в другом месте, в другом помещении. Это не так, к счастью и к сожалению. Потому что так же, как фотоаппарат, если им дали там какую-то машинку, дали в руки одному человеку, он снял так, а другому человеку он снял и получил то, что у меня в Телеграме там такая жаба там переворачивается, да, плохо ей становится. Поэтому технические средства – это одно, а уровень навыки и знания, как бы, плюс задача творческая, постановка вопросов – это другое. Поэтому часто бывает наоборот. Там люди с айфонами бегают, прыгают, снимают такое, что смотришь, показываешь людям, которые там с этими бедными, несчастными там тройками R3 Canon снять не могут. Ну, это зависит от рук тоже в том числе, поэтому как-то меня обзывали владелец камер. Ну, вот я для многих тоже могу сказать, что, к сожалению, много людей владельцев камер, даже дорогих камер. Они, кстати, не обижаются, они абсолютно прекрасно понимают. Это для них хобби, такое минутное хобби. Купил весь парк, потом продал, купил новый. Ну, для нас немножко по-другому. Те, кто смотрит мой канал, я думаю, надеюсь, что все-таки по-другому. Хотя любой опыт полезный, дает он результат, не дает, это тоже опыт. Это дает возможность вам со временем понять вообще, вот, к чему это привело. То есть не надо рассматривать, что это там плохо или хорошо. Это просто путь. Некий путь, который вы проходите, потом со временем понимаете, что вот эти мои ошибки дали мне возможности обратить внимание мое на вот какие-то новые аспекты, новые направления, которые в данном случае очень важны. А другие, которые я считал, что очень важны, как вот в хай-энде, в хай-хай, да, технические термины, вообще не имеют значения никакого абсолютно. Кроме грубо технических каких-то просто параметров, без которых ну, нельзя собрать систему. 220 вольт воткнуть в 110 или наоборот. Ну, это грубая ошибка, это просто приводит к поломке устройства. То есть вот такой же принцип. Или там, не знаю, однотактный усилитель на ходу вытащить из него как бы акустику. Ну, большинство хороших, дорогих однотактных выйдет из строя. Вот. То же самое с камерами. Ну, что только камерами не делали люди, не делают. И я думаю, что рано или поздно, как по Hi-Fi у меня была такая папка, что могут люди делать с аудиотехникой интересных фотографий. Также и здесь есть подборки, я думаю, что в интернете наверняка тоже есть. Что люди делают из камер или из чего делают камеры. В этом плане у меня есть несколько подписчиков, интересных людей. Кому интересно, потом скину в телегу. Да, в принципе, даже можете в мой аккаунт зайти, посмотреть, на кого я подписан. Там немного, там 70 человек, по-моему. Там есть человек, который буквально там пару месяцев назад сделал пленочную камеру сам. Ну, таких людей множество, которые делают сами пленочную камеру. Но здесь человек с большим опытом, и он хотел сделать камеру из очень недорогих материалов, и он любит использовать старую оптику. И не просто старую оптику, а оптику, которая имеет своим происхождением не стекло, а полимерный материал, старый. Поэтому то, что у него получилось в результате, то тот арт, который он снимает, и он вырос из обычных объективов, ну, вырос из современной техники. То есть рано или поздно для вас инструментов не хватает. Если вы что-то создать хотите новое, вам нужны новые инструменты. И когда вы понимаете, что инструментов этих еще не создано, вы начинаете их сами создавать. И вот интересно получился результат. Он, по-моему, вчера, да, он в День Земли, кстати, попал в Explore с фотографией, одна из немногих фотографий, на которой изображена камера. Не объект, который камерой снимает, а сама камера, которую он сделал. Это тоже, кстати, знак такой интересный, потому что мало сделать хорошую фотографию, нужно еще и сделать инструмент, который позволит вам выйти за рамки обычного видения или восприятия. Для этого нужен новый инструмент. Поэтому дроны то же самое. Это был новый инструмент для фотографии. Я об этом записывал уже сколько лет прошло, год назад, больше, полтора-два. Это уже тренд сейчас. Я тогда говорил, что это будет трендом. Он будет еще больше развиваться. И то, что выпустил DJI с телеобъективами дрона, это только цветочки. На самом деле там будет много чего интересного. И для стереофотографии, для съемки на пленку с дроном, я об этом тоже говорил, уже люди есть, которые снимают с дронов на пленочную фотографию. Тоже такие проекты есть. Поэтому делайте что-то новое, начинайте что-то, придумывайте.
А, Желаю вам, чтобы у всех были поля, которые позволяют вам выделиться среди остальных людей и чтобы создать что-то новое. И тогда действительно на вас обратят внимание, как там, помните фильм «Мимино»? Ты ничего не понимаешь. Когда я довезу, мне будет приятно, я так довезу, то тебе будет приятно тоже. Вот то же самое примерно будет. Когда вы что-то сделаете новое, и люди увидят, что это абсолютно новое, это будет некий такой событие большое, как вспышка, которая, может быть, погаснет, и люди не поймут, что произошло, да, а потом там, через какое-то время только, может быть, обратят вот действительно, что это сделал новое. Но сама среда, сама культура, сама отрасль, где это было сделано, она еще не была готова. Да? То есть пройдет какое-то время, когда смогут понять, что он хотел сказать этот художник, почему он стал снимать полимерными старыми линзами. Да? Или, например, сделал там сам какую-то линзу, надув пузырь, там, залив водой какой-то разного цвета. Проектов на самом деле огромное количество пустых, ну, в смысле имеется ниш. Ну, никто не делает, потому что он не придумал ничего нового. Но рано или поздно все изменится, я не сомневаюсь в этом. Уже, в принципе, все меняется, и появляются новые отрасли на стыке других, и это, конечно, круто. Это круто, что Земля дает нам возможность вот эти новые объекты, новые события происходить и служить неким таким творческим запалом людей. Я буквально вчера видел тоже интересную сцену, только об этом думал. Какое количество инвалидов, какое количество людей, которые ограничены. Ну, мы их считаем инвалиды, на самом деле просто все мы инвалиды, по большому счету. Потому что у кого-то не хватает каких-то органов внешних, да, у кого-то внутренних органов не хватает для того, чтобы переработать информацию, воспринять что-то. У нас у всех разное, мы все инвалиды. Так вот, человек был на костылях. Ну, видно, что он давно на костылях ходит, то есть он не просто временно что-то. Он был со штативом, с недорогим, там, ну, там, грубо говоря, 500 рублей, там, такой, знаете, такие алюминиевые из тонкой фольги, я их называю. У него стояла зеркальная камера на этом штативе, и он снимал собаку с хозяином в парке, он выбирал ракурсы на закате. Да. По тому, как он действовал, он выбирал ракурсы, смотрел, то есть он был, ну, горел, как бы, когда он это делал, видно, что он этим живет. То есть ему это в кайф. Может быть, он даже этим деньги большие зарабатывает, вполне возможно. Но снаружи, кто шел, человек, кто в теме, он понимал, что этот человек, ну, как бы делом занимается, а не просто ерундой. Поэтому это производило очень приятное впечатление. Также и я вижу, когда людей, которые хотят что-то сделать, реализовывают, идут к этой цели напролом, да, ну, я всегда стараюсь хоть словом поддержать, да, и сказать, что это возможно. Так же, как когда я начинал канал, да, 99% скажут вам, что это не нужно, это поздно. По фликеру было то же самое. По остальным тематикам. Это всегда так происходит. Это как раз знак того, что нужно этим заниматься. Если ты видишь, что все окружение говорит, да, это все фигня, ничего не получится, друзья, меняйте окружение. Все получится. Так что вот. Желаю вам найти свою нишу, найти свою звезду путеводную, найти своего не то что хозяина, найти себя, как говорят в книгах. Найти себя бывает, уходит на это всю жизнь. Найти его. Когда вы его найдете, вам уже ничего не нужно будет. Вы будете все прекрасно осознавать. Что вот. Ну, а фликер это же инструмент, друзья. Инструмент. Сегодня фликер, завтра другой. Завтра спатил какой-нибудь глобальный или еще что-нибудь. Это все меняется. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня люди на ремне носят линзы с металлическими корпусами, а завтра сидят в креслах с масками, со шлемами, как было на выставке в Мюнхене. В шлеме, в шлеме. 15-й год, между прочим. Вот. Жду вопросов. Какие еще вопросы, друзья?
Фликер курсы, да, меня это сегодня даже меня как-то заинтересовало. Вот так. Фликер. Ну, кстати, если вы про аккаунт имеете, буквально на этой неделе обновилось программное обеспечение для iOS, для Android. И, ну, во-первых, я показывал вам корону, да? Корону мне дали Российской империи. Как это сказать. Я сначала открыл, тоже думал, что такое. Ну, они просто поменяли, для iPad это не поменялось, а для этого айфона, ну, выглядит, конечно, прикольно, друзья. Смотрите, это теперь корона. Так вот, почему я говорю, когда вы нажимаете теперь на вот эту корону, ну, вот здесь идет вот такая штука. Это те сервисы, которые предлагает Flickr по всему миру. Blurb, да, Fleon, так называемый, это как раз курсы. Prime, так называемые пресеты, смагмаговская подписка. И есть еще развернуто, если зайдете с компьютера, ну или с операционки, там, гугловской, какой-то, Chrome, еще что-то, то увидите, что там гигантское количество курсов. Не обычных курсов, а людей, которые мастера. Это не инфо-цыгане. Это все фотографы-профессионалы, мастера. Там несколько, по-моему, ну не десятков, но 10 точно там крупных известных мастеров, которые тоже продают курсы. Но это курсы не просто по продаже воздуха, а это курсы по... Есть офлайн курсы у них, есть онлайн курсы. Так что таких курсов сейчас очень много, и понятие вообще курсов, школ я двумя руками за. Надо только это все как-то упаковать, да, упаковать. Пока у меня не получается это все упаковать. Ну, может быть, кому-то действительно, если будет интересно, востребовано, может, я к этому тоже приду, какие-то курсы. Но онлайн-курсы, конечно, меня мало интересуют, потому что онлайн-курсы это все-таки, с одной стороны, массовый продукт, это более универсальный продукт. Я все-таки всегда нацеливался на неуниверсальный продукт, на продукты, которые индивидуальны. Наверное, мне интересно было передавать какие-то свои э, знания или опыт, или видение через офлайн. Поэтому онлайн-курсы, ну, как-то пока. Но все меняется, всё меняется. Потому что если раньше онлайн это было очень сложно, то теперь онлайн-курсы можно сделать там. При наличии вложений это можно сделать очень быстро. Если самому делать, все это заниматься, ну, тоже можно сделать. Тоже можно сделать. И платформ для онлайн-курсов более чем достаточно. Сейчас, в 23-м году тем более. Поэтому я думаю, что, кстати, Google, YouTube хочет внедрить в саму оболочку такие штуки. Возможности продаж самого YouTube, авторства. Ну, имеется в виду каких-то таких, образовательных программ. Я думаю, что рано или поздно это произойдет. Посмотрим, я думаю, что в этом году мы уже что-то увидим. Так, ну что, активность у нас снизилась, утомил я. Не все доведутся до этой границы, наверное, да, но вполне возможно в записи, и я говорил, что индексируется все, поэтому в поиске кто-то будет искать какие-то, может, ответы, оффлайн-курсы проходить. Оффлайн-курсы всегда проходят в очень простом формате. Это общение мастер-ученик. Другого формата я пока не знаю. Для меня это единственное приемлемое. В любом деле, если вы идете учиться на токарном станке, вам прикрепляется мастер, который вас учит, чтобы не отрезало вам пальцы, во-первых. Во-вторых, чтобы вытащить какое-то изделие. А дальше, чтобы это изделие совпадало еще с чертежами, которые вам выдали. Поэтому вот эти три, ну, грубо говоря, три таких основных, чтобы вы не убились там на этом станке, ну, так же с фотоаппаратом, да, чтобы вы там не угробили фотоаппарат и сами не убились об фотоаппарат. Второй вариант – это обучить человека, можно нажимать на кнопку и ставить диафрагму выдержку. Можно обучить человеку вообще, что такое выдержка диафрагмы. Да, это следующий уровень. А можно вообще объяснить человеку вообще, что такое свет и тень, и как с этим работать. Можно такой вариант. Поэтому вот в таком формате. Да. Хочешь спросить, а с какой целью фоточ интересуетесь? Что у тебя
Э, Здесь, понимаете, в чем дело? Есть уже достаточно большой массив курсов, которые учат просто снимать. И от малоизвестных людей до уже известных людей, которые там тысячами, десятками тысяч набирают, да. То есть, но у каждого все равно мастера или, как назовите, хотите, курсовода, фотографа, как угодно. У него существуют какие-то фишки, да. Есть они общие, да, э, базовые какие-то знания, которые нужно дать человеку, который никогда не держал. Но большинство людей сейчас имеют все телефоны, и кто хочет снимать, сейчас я так мыслю, то он уже может кнопку нажимать сам. Прочитать, что такое диафрагма выдержка, в современных камерах можно даже этого не знать. И так можно нажимать, и все будет сниматься. И в зеленых режимах, и в синих, и в голубых, и в красных. Другое дело, что есть курсы, которые учат человека продавать фотографии. Да? Тоже такие курсы. Есть курсы, которые все убежали. Сразу думаю, что Фомёныч курсы продает. Вопрос такой. Я просто отвечаю на вопрос. Зачем, какие курсы бывают. А оффлайн курсы, единственный вариант, это действительно э, что можно в оффлайн курсах. Есть, например, курсы, которые приняты, да, по всему миру фотографические. Это так называемые поездки, да, их называют. Трипы, там, не знаю, journey, там, по-другому, аутдор курсы, да, то есть где собираются люди уже с оборудованием, в основном у них уже есть такое оборудование, и идут какое-то место, например, курсы в Антарктиде, где снимать нельзя, но снимают, или там курсы едем на Байкал снимать, или курсы едем в Монголию там, снимать цветные горы, там, в Россию едем снимать там на Урал, какие-то места, да? Там, еще куда-то. Это, грубо говоря, географическая точка, где каждый человек может просто попробовать. А мастер, который проводит эти курсы, он ну, просто в свободной форме общается и, соответственно, что в эти курсы, как правило, вкладывается. Обычно от начала, если это все уже полный комплект, то делается проживание, там, билеты, все остальное. Везде способы разные. Кто-то берет за оформление все это, кто-то отдает каким-то на аутсорс компаниям совместно, с которыми они все делают. То есть все зависит от уровня самих курсов, для каких целей и для чего. Для кого-то может быть курс, просто чтобы туда поехать, в присутствии какого-то автора. То есть вот ему интересно с ним, да. Мне, например, интересно было, например, ну, пример там с фототрипером съездить там, просто посмотреть, как он снимает, да. Но вы можете посмотреть его видеоролики, и вы вместе с ним будете снимать, потому что он и показывает, как он снимает, что, хитом тот же самый. Все вот показывает, как он пришел, там, поставил где что. И уже, в принципе, можно сказать, что это онлайн-курс, потому что, но другое дело, я всегда говорю, вы берете книжку, да, вы взяли, прочитали, да, вы прочитали там на компьютере или как, одно дело. Вы посмотрели какой-то концерт, да, в интернете. Современный уровень как бы хороших систем дает возможность практически там быть в зале, даже иногда лучше. Меньше будет мешать. Но есть какая-то энергетика, какие-то данные, как в магнитной ленте, которые приборами не регистрируются. Их нет, этих данных, в том спектре, который предоставляется как технический документ. Но они есть, когда вы находитесь в этой системе внутри. Понимаете, да? Это некий массив спектра, некая энергетика, которая есть в этой системе замкнутой, да, но через дисплей она не передается. Вот понимаете, да? Я буду сейчас очень много рассказывать, какое вкусное мороженое в Риме, да, в центре города, около Пантеона. Да. Все туда едут и это мороженое едят. Можно рассказывать, показывать, там, сколько сортов, там еще оно сделано. Там, да. Или там как делают лимонад фуриозный. Да. Имбирь, лимон, мед. Или салат там греческий. Да. Ну, оливки, огурцы, зелень, еще лук красный. Да. И оливковое масло. Вроде ингредиенты известны. Да. Но проблема-то в том, что продукты должны быть местного происхождения, должны быть очень свежие, срезаны хорошей, доброй рукой, и все это смешать в нужных пропорциях. Фотографии то же самое. У вас есть инструменты, ингредиенты, индигредиенты, как один известный блогер говорит. У вас есть локация, где вы с этими ингредиентами уже приезжаете, начинаете что-то готовить из этого. И внезапно у вас есть мысль, да, как это сделать.
Самое сложное. Идея, история. Вы можете ее заранее придумать, эту историю, но не факт, что вы на месте ее найдете. А вот добиться того, чтобы войти в этот поток э, процесса фотографии и начать принимать уже результаты сразу же, это про Фейвович. Поэтому это про меня. И я могу сказать, что все самое интересное как раз вот именно таким образом. Внезапно все появляется, спускается некая мысль, там Китон идет мимо, там что-то раз зацепил, увидел что-то раз и снял то, что вообще никогда не снимал. Это всегда так происходит. То есть, когда вы создаете что-то новое, оно внезапно вам дается, пускается. Не Фавионыч вам даст его, не Хитон, не там, кого я упоминал сегодня еще, да, простите, не Джакоб Коэн, да, то есть не он является носителем этого знания, является носителем сам мир, в котором живет. Но благодаря мастеру, благодаря атмосфере создается некая вот эта энергетика, некое электричество, которое позволяет вот этому моменту, как молния, бах, и человек, который пришел на курс или просто там пересекся там в дороге с кем-то, как я вот недавно, раз увидел человека, ну, увидел в кадре, сразу понял, что человек должен быть вот здесь, в этом кадре. Это все произошло спонтанно, и произошло некое чудо, произошло некое там, электричество, некое событие, которое, вы знаете, в случайности никогда не верит. Произошло оно, да, и все, результат появился. Родилось что-то необычное, интересное, и ракурс, и события, и свет, и все остальное. И все, оно уже никогда не повторится. Об этом куча фильмов снято, книг написано. Все. Никогда. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. One moment of time в интерпретации американской покойной певицы. Вот, в принципе, все. И все курсы хорошие, настоящие, и про бизнес-проекты. Вот недавно увидел, что у нас на голубом глазу показали, э, что курсы стал делать актер «Интерстеллара». На самом деле он давно об этом говорил, но почему-то по голубому глазу не сказали, что он общается с этими людьми очень много лет. И у него есть очень много роликов на канале, где он берет интервью, где он там встречается там, с многими великими. Он что-то от них получает. Но он понял, что вот что-то он может вот такое замешать, да. Ему это просто изнутри захотелось, да, ему это интересно. Что у него получится? Ну, получится курсы интересные для кого-то. Ну, кто-то увидит в этих курсах смысл, да, и увидит это зерно, а кто-то скажет, да, это ерунда какая-то, сказали на голубом глазу, что он там просто инфо-цыган. С чего они взяли, что он инфо-цыган? Они были, что ли, на этих курсах? Поэтому вот это мнение дилетантства, как и называемое, когда люди говорят, что вот мы видели, мы слышали, мы знаем, это инфо-цыгане, или там мы знаем, мы видели, что это воздух продается. Так про многих говорят, но проблема, даже не проблема, а счастье в том и прелесть в том, что каждому не существует вещей, не существует ничего в этом мире абсолютно бесполезного. Каждая вещь, каждое явление имеет свое предназначение. Каждая вещь. Не существует плохой воды, не существует плохих бутылок, телефонов, камер. У них у каждого есть свое предназначение в определенный момент времени. Все. Точка. Восклицательный знак и эти звездочки посыпались, или там сердечки. Как там блогеры делают, да? Курсоводы. Поэтому вот я в такой же парадигме, в такой же философии, в такой же теологии считаю, что да. Э, Это штатив? Вот напишите. Это штатив? Напишите ответ, не молчите. Это триподик. Давайте камеру наклоним. Будет животным больше. Триподик. Это селфи-палка. Это видеокамера. Телефон. Что это вообще?
Или это стрим-камера? Или это инструмент замера освещенности? Или это калькулятор? Или это плеер? Что это? Вы можете отдать ответ? То же самое. В некотором роде это и штатив, и трипод, и пластмассовая безделушка. Весь вопрос, как вы на нее взглянете, для каких целей вы будете использовать. Если вы на ней хотите закрепить Blackmagic или там Sony последнюю большую, то у вас, скорее всего, вряд ли что-то хорошее получится. Если вы на этом будете играть в стандартном плеере, в онлайне, да, как раньше, то вы получите один уровень. Если вы здесь сохраните музыку, включите специальный плеер с нулевым джиттером практически, подключите хорошие наушники через правильный порт, выведите на WhatsApp хорошую систему, вы получите абсолютно живое звукоизвлечение. Абсолютно живое. Соперничая со многими топовыми системами. Вопрос, как это приготовить. У каждой вещи есть предназначение. Вопрос, насколько вы сможете его раскрыть. Любой. Курс то же самое, я думаю. Для кого-то курс послушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Там, на первое предложение вы понимаете, что вы находитесь, так же как в радиоприемниках, на разных частотах. Вы находитесь, ваш гитар-1 настроен на другую частоту. Вы никак не коммуницируете. Абсолютно. А есть другой вариант, когда вы настроились на одну частоту, попали в этот кайрос, и весь этот курс, сколько там, 15 километров по лесу там, или по горам, где вы лазите, да, вы проходите, и потом, когда возвращаетесь, это как будто был час. И как будто было 10 минут. Потом смотрите на часы, прошло полдня. Это называется реальность абсолютно. Поэтому время сжимается. Сжимается не просто где-то мифически, да, а в вашем восприятии оно сжимается. Точно так же растягивается. Какие-то сложные условия, которые у вас происходят там, до аварии там, или во время какого-то очень опасного действия. Вы потом вспоминаете, вы понимаете, что это длилось множество минут. А потом, когда вы, или на операции лежите, смотрите на часы, вы не можете поверить, что это прошла 1 минута. Невозможно поверить, что это была 1 минута. Вам кажется, что это был час целый. Поэтому, когда говорят о характеристиках времени, характеристиках энергии, частоты вибраций, то, что Тесла, все эти загадки кроются внутри самого наблюдателя. Так скажу. Но наблюдателем может стать каждый на самом деле. Поэтому, когда вам говорят, что наблюдателям нужно родиться там, или наблюдателя нужно обучить, да ничего не надо обучать. Он, в принципе, уже изначально рожден. Рожден наблюдатель, вопрос только отключить его от шума. Ну, в таком вольном переводе. То есть мы находимся в таком количестве шума, различных спектров, которые нам мешают это. Просто мешают. Когда мы от этого шума отключимся, мы начинаем видеть то, что нам нужно видеть. Не то, что нужно, а то, что мы можем видеть и можем, и всегда видели. Всегда видели. Но, к сожалению или к счастью, иногда бывает такое, что у самой границы это происходит. У самой границы. Я сам тоже посещал в свое время разные курсы по разным дисциплинам, и по продажам, и по американским системам вот этим продаж, и по технические курсы какие-то проходил, и с высоты, ну, не с высоты, а с длины, можно сказать, опыта могу сказать, что есть курсы, которые ты можешь осознать их значимость только спустя очень много лет. Ну, курсом я называю не только, что пришел там, что-то там заплатил или посидел там, походил несколько часов в день, но и просто пересечение с каким-то мастером, который может составлять там 5-10 минут. Это тоже курс, можно так сказать. Кто-то их продает за деньги, кто-то нет, все по-разному. Но во всяком случае это курс. Курс корабля, когда вы дергаете, натягиваете парус. Следите за тем, чтобы он не завалилось. Чтобы остойчивость вашей яхты
не дала какой-то хрен, да, чтобы вы встали на волну и ровно держали, и она быстро шла. Не свалилась куда-то, не привернулась. То же самое. Курс. Выбрать верный курс. В принципе, оттуда. Выбрать русский язык велик. Потому что истинное значение многие становятся понятны, когда ты начинаешь уже пользоваться и по назначению этими словами. Курс. А вот курсы разные. Туда пойдем, галс туда, галс обратно. Потом развернуться против ветра или по ветру. Можно не так развернуться, можно так развернуться, потом перевернуться. Так что курсы, вы неправильный курс выбрали, разворота. Галс неправильно выбрали, да? Везде морская тематика. Не, ну не только морская. Все многозначно, все слишком многозначно. С другой стороны, когда вы эти слова все начинаете уже так прочувствовать, да, можно сказать, ну, курс настоящий прочувствовать, когда вы понимаете, что этот курс вам дал какой-то очень важный ответ, на вопрос, который вы давно пытались найти, но вот он случайно каким-то образом на этом курсе вам дался. И большинство людей, которые получили такой ответ, они не скажут, что этот курс бесполезен. Потому что, может быть, 99% этого всего было то, что вам известно, но вы увидели что-то новое, совершенно необычное для вас, которое очень сильно изменило ваше видение, ваше мнение о чем-то, или дало толчок обратить, сбить вашу точку сборки и обратить внимание куда-то в другое место. И увидеть что-то новое, создать что-то новое, творить, грубо говоря. Поэтому, да, тема курсов, конечно, это бесконечная тема курсы. Но само понятие затерто такое, до дыр уже, курсы. И когда я слышу курсы, я сразу почему-то... у меня ассоциации, когда человек закончил высшее учебное заведение, да, приучился там или на заочном, или очном, и потом там ему говорят, вот человек там прошел двухмесячные курсы, он уже мастер маникюра, одно. Он там специалист по турбинам за 2 месяца научился, да, и там прошел курсы, я теперь медсестра, там, или хирург. Прошел курсы и хирург. Нет такого, да? Наверное, я ошибся. Хирургом на курсах нет. Ну, как знать, как знать. Все меняется. Поэтому если раньше там человек, который перевозил людей на автобусе, должен был, по-моему, 5 лет проработать на большегрузе и возить какую-то категорию, то сейчас смотришь, там люди приехали из разных стран, сели в автобус, им дали, и они уже ездят по городу, носятся как на легковом автомобиле, тормозят также. То есть они ездить в принципе не могут с людьми, то есть они не умеют перевозить людей. То есть они переводят их как камни, переводят их как бревна. Ну, вы, наверное, ощущали это такое чувство, да, что вот раньше или там сейчас есть попадаются водители, которые умеют водить на легковых машинах, на грузовых машинах, которые могут возить комфортно, почему тема комфорт, да, и тарифы комфорт, плюс там еще какие-то. А есть люди, которые не знают, как машина может плавно ходить. То есть для таких людей, я думаю, что если бы им доверили парус, например, они бы сразу убились на этом парусе, потому что там нет тормозов. Это хорошо. Или как про байкеров то же самое говорят, да, в анекдоте, да, там бывалый байкер, да, на Харлее, там, и там на японских этих быстрых мотоциклах высокооборотистых. А что, говорит, вы не здороваетесь? А что с вами здороваться? Вы каждый год разные. В принципе, то же самое. Поэтому здесь зависит не только от профессионализма, а от мастерства. Все убежали, друзья. Давайте закончим на этом. Желаю вам найти свои курсы. Иванович вам вряд ли поможет с курсами, но я думаю, что какая-то польза от сегодняшнего стрима наверняка будет. Иванович, маши ручкой. Всем удачи, пока.